Друзья, всем привет! У меня в гостях Андрей Фадеев. Спасибо тебе большое, что пришел. Представлю тебя максимально просто. Сооснователь компании по производству видеоигр Nexters. Так тебя описывает Google. Спасибо тебе большое, что пришел. Это был 7-й звездец в моей жизни. У тебя там были какие-то интернет-магазины, и ты там продавал постельное белье, какие-то матрасы и так далее, а потом бац! Гениальная идея. А сам там жрал доширак. Где вот этот момент, когда там на самом деле нужно понять, что нужно развернуться и начать фокусировать свое внимание на другом? Ребята, вы просто отличнейшая команда. Просто делаете не то. Это хорошо. Игры развивают человека? Да, не каждый. Мы говорим про intelligence. Все ищут всегда сильного партнера, с которым можно что-то делать. Над самыми перспективными нишами должны работать лучшие люди. Было у тебя когда-нибудь желание в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело продать? Потерял $500 миллиарда. Как ты себя ощущал в тот момент? У меня никогда не было ожиданий от какого-то будущего. Ты, как я тебе уже сказал за кадром, крайне редко бываешь в медиапространстве. У нас сегодня с тобой задача стоит важная и интересная. Рассказать людям про то, что такое большой-большой бизнес по созданию игр, и рассказать про твой предпринимательский путь. Насколько ты морально готов к этому? Ну давай, есть какие-то уникальные ситуации. Ну давай попробуем их разобрать. Откуда? Давай. Начнем, да. Давай начнем с самого простого. Смотри, Nexters, как бы классное название, кто-то наверняка из бизнес-тусовки слышал, но большинство людей, скорее всего, знает тебя и вас по названию самих игр. У меня очень плохо с неймингами, я очень сложно запоминаю имена и названия, поэтому я буду тут тебе передавать эстафету. Можешь назвать, пожалуйста, несколько ключевых ваших продуктов, которые люди вот именно могут знать по названиям? Если это старенькие люди, типа меня, под 40, они должны знать название «Ресторатор», «Фабрика друзей». Это такие времена счастливого фермера из 2006. Это ВК-шная игра еще. Да. Так. «Ресторатор» многие играли. Затем все еще ВК-шные игры — это «Битва за трон», «Город мертвых». И затем с 2016 года наш самый главный продукт в России, он назывался «Хроники хаоса». А за рубежом потом это стало Hero Wars. Я думаю, что нас не по играм знают. Я первоначально не игродел. Я себя скорее отношу к маркетологам. Нас знают в первую очередь из-за нашей рекламы. Нашу рекламу смотрят, по-моему, там каждую секунду 2000 человек сейчас в мире. Такая вот с пинами, там, где надо убирать такие булавочки, и вот что-то там такое происходит. Ее видели вообще все во всех странах. Это было как раз это вы. Hero Wars, да, это Hero Wars. Класс. Давай, смотри, еще несколько. Вот теперь классно. Так, кто-то вспомнил, кто-то не вспомнил. Давай теперь для тех, кто не вспомнил, нам нужно создать причину для просмотра. Давай немножко про бизнесовые показатели и цифры, про то, что ты можешь рассказывать. Вот какие-то такие ключевые метрики, например, по прошлому году, на которые мы можем ориентироваться. Мы выходили на биржу по капитализации примерно там около $2 миллиардов в 2021 году. Годовой оборот $500 миллионов. В наши игры играет сотни миллионов человек, пользователей. Я в этом бизнесе 16, не знаю, уже 17 лет. Еще вот интересный кейс. В какой-то момент, году в 2019, я как-то прочитал статистику, что мы на маркетинг, наша компания тогда, Nexters, на маркетинг потратила денег больше, чем весь Сбербанк, как крупнейший тратильщик денег в России на рекламу. Там, это было в каком-то году. Я такой посмотрел, подумал, ничего себе, мы реально много тратим. Мы это называем инвестициями. На самом деле, называйте инвестиции, на самом деле мастера потому как тратить деньги, я понял. Ладно, класс. Я думаю, что этого в целом будет достаточно. Смотри, я правильно понимаю, что ты, как фаундер публичной компании, то в целом ты вообще должен выбирать каждое слово, и для тебя поход на какое-то публичное мероприятие, это не просто пошел, что-то там поговорил и забыл, а что это как бы должен соблюстись определенный регламент того, как это происходит. Давай тут, я думаю, стоит уточнить, наверное, не фаундеры публичной компании, гораздо больше ограничений у CEO публичной компании. Ага. Я при этом
я при этом продолжаю остаюсь быть фаундером, и я интерпренерству вообще в жизни и людей, и своей я даю огромную большую роль. То есть вот риск-тейкеры, которые умеют брать на себя риск, их на самом деле очень мало. И они, к сожалению, после IPO, они вымываются из компаний. Часто. Остаются некоторые, но часто они куда-то уходят. Как фаундеры уходят, и они не становятся CEO, так и просто люди. Они получают деньги и идут, не знаю, осуществлять риск в каких-то других местах. А я отношу себя к фаундеру, интерпренеру и CEO публичной компании. Это значит сидеть на двух стульях, вот как у Павла Валерьевича до какого-то момента получалось. Вот у CEO публичной компании там действительно есть большое количество ограничений. Фаундерам, в общем-то, ничего не запрещено. И в 2021 году, когда я стал CEO публичной компании, ничего про это вообще не зная, прям вот абсолютный ноль. То есть совет директоров, не знаю, наши акционеры, мои партнеры, они вот что-то все-таки доверили, решили, что я разберусь в этом деле. Вот когда я как бы заступал на должность, я вообще ничего не понимал. Прям не то, что юридические какие-то термины, а я слабо себе представлял, как должна работать там публичная компания. Так. Вот, наверное, спустя уже там 3 года, 4-й идет, я каким-то вещам поднаучился и понимаю, что большинство тех запретов, которые юристы отдают людям, которые не способны как воспротивиться этим запретам, на самом деле все не так сложно и не так страшно. То есть вот сейчас, наверное, будет первый раз, когда мы можем открыто поговорить. То есть опасности для меня, безусловно, есть. Опасности, они в основном заключаются, что соберутся акционеры все вместе дружно и какой-нибудь коллективный иск запулят. За то, что ты сказал что-то, что может как бы навредить компании, да? Да. Но если не брать риск, то не будет и профита. Поэтому, я думаю, мы сегодня очень интересно, открыто поговорим. Слушай, а вот если вообще, знаешь, давай возьмем даже не вот там, не какой-то выход, у тебя там это редкое событие, но не какой-то там выход в такое медиапространство. Вот вообще, когда ты там SEO публичной компании, вот для тебя как на человека, да, на тебя это вообще оказывает какое-то обременение? Я просто, знаешь, почему? У меня было довольно много ребят из крупного бизнеса, и не так много ребят, чьи компании публично торгуются, тем более торгуются, там, условно говоря, на NASDAQ. Вот, если я не ошибаюсь, Freedom торгуется на NASDAQ. Да. Вот у меня, например, Тимур Турлы был, мы с ним тоже об этом поговорили. Мне вот интересен твой взгляд на тебя, как вот на человека, просто вот ты вот человек. И вот ты показал, что одним прекрасным днем ты стал SEO компании, которая торгуется на NASDAQ. И там куча регулирования, куча всяких вещей. На тебя, как на индивидуума, это вообще влияет как-то ежедневно? Ну вот, например, сейчас такой период у нас, там всякие различные окна есть, когда можно или нельзя продавать, о них юристы сообщают. Продавать акции, в смысле? Говорить про акции. Даже говорить. Говорить про акции. Да, потому что это каким-то образом может повлиять. Сейчас, например, мне прям настоятельно рекомендовали слать юристам, если я что-то где-то захочу сказать. Я вот начал в какой-то степени работать со своим LinkedIn-аккаунтом, со своим там YouTube-аккаунтом. Ну, мы планируем увеличивать это количество. То есть мы только-только выходим в какой-то публичный мир. Публичный — это странно. Мы публичная компания, только-только выходим в публичный мир. Не, надо просто назвать не публичный, это медиамир будет. Все, да. Так понятно. Публичный — это как раз там, где какая-то публика определенная знает, да? А тут медиа. Медиа то даже все знают, да? Тогда медиамир с учетом ограничений публичной компании. Да. Зачем это нужно? Вот эти ограничения, они, в моем понимании, на данный момент, и, надеюсь, сотрудники посмотрят это, и мне не придется лишний раз объяснять, зачем нам нужен комплаенс и проверки, они позволяют видеть риски с горизонтом дальше, чем получается у тебя самого. То есть, если ты приватная компания, то ты в целом, ты не задумываешься чаще всего там о 10, о 15 годах какой-то своей жизни. Вот там, не знаю, через годик деньги заработать, выскочить и все. Когда ты публичная компания, у тебя же мультипликаторы. С какого перепугу кто-то будет платить тебе 10-кратный мультипликатор, там, не знаю, на какую-нибудь прибыль? Почему? Потому что они ожидают, что ты будешь все эти 10 лет работать и двигаться вперед. И так вот, я вот этот отделы называю отделы прогнозирования рисков для того, чтобы ты не убился по дороге. Вот так.
То есть они иногда говорят такие странные вещи, которые ты сидишь и в оперативке, разбираешься с этими вопросами. Говорит, Андрей, подумай об этом. Я говорю, что? Какой подумай, о чем вы говорите? В смысле, это нам выжить сейчас. Он говорит, не-не-не-не, ну просто учти, что вот там когда-то будет вот такой-то риск, и нам на это стоит смотреть. Если ты стратег с длинным горизонтом планирования, предприниматель, на мой взгляд, он всегда должен смотреть там на следующие 10-15 лет, то вот эти вот отделы, аналитические отделы, которые смотрят внимательно, что происходит в мире, они позволяют тебе просто видеть дальше. Потому что я строгий сторонник такого тезиса, что интеллект, по сути, это способность мозга прогнозировать во времени и пространстве. То есть чем у тебя интеллект больше, тем ты можешь прогнозировать дальше во времени и в пространстве. Вот это важно, потому что цветок, который стоит, он смотрит, у него там какой-то первый уровень, по-моему, рефлексии, он смотрит примерно там, не знаю, на метр вокруг себя, а во времени, в общем, никак не прогнозирует, может, только как-то генетически. Вот. Поэтому смотреть, что тебя может убить, важно, но также важно не терять дух предпринимательства и все равно продолжать делать. Здесь должна быть реклама, но слот выкупила Точка, чтобы вы не отвлекались от главного. Точка – тот самый банк для предпринимателей и предприятий. Ну а мы едем дальше. Я услышал недавно одну... Есть товарищ, который... Есть такой мой знакомый товарищ, который за огромные деньги, коуч, он для немецких корпораций делает презентации, в общем, старается в компаниях находить внутренних предпринимателей, внутренних интерпренеров. Огромные деньги получает, делает там эти презентации на 100 листов. Ему, короче, все у него занято, но один раз он нажрался и сказал, знаешь, на самом деле это все туфта. Знаешь, какая лакмусовая бумажка для определения предпринимателя? И он сказал ее. Он сказал, вот это все деньги, которые мне платят, это, прикольно, нравится им, пусть платят. Вот, на самом деле предпринимателем называется тот человек, который вот если куда-то захотел идти, к нему подходят и рассказывают, какие риски там и почему не получится, или что план не до конца проработан. А он говорит, да ну и ладно, по дороге разберемся. Вот так. Хороший тезис. Знаешь, почему я вообще немножко так, мы с тобой издалека зашли, мы вроде там про игры собирались, там еще что-то. Я почему спросил, потому что вообще в целом, мне кажется, многие предприниматели, там, я, наверное, не беру там самый какой-то начальный этап развития, какой-то там уже чуть-чуть подросший, многие такие, вот я хочу там до IPO, да, потому что мы же знаем по фильмам вот это вот все, IPO, выход на биржу, кэш, это наконец-то там после 10-15 лет ты смог выйти в кэш, купить себе самолет и так далее, вот, и вот мы там поговорим про как бы ваш выход на биржу, у вас он там немножко такой был... Через одно место. Не то, что через одно место, но он был как бы не такой, не традиционный как бы в представлении людей, мне тоже интересно будет разобраться, но тем не менее, как бы, насколько вот этот, скажем так, мир публичной компании, когда вот у тебя есть там, так, вот ты пришел к этой ступеньке, насколько он соответствует тем ожиданиям, которые были до этого, и насколько вообще это то, о чем предпринимателям имеет смысл мечтать, на твой взгляд? Я считаю, что если ты себе поставил цель заработать $1 000 000, долларов или чего угодно, то в целом есть огромная, высокая, начиная вот с этого момента, и огромная высокая вероятность есть, что ты никогда к нему не придешь. То есть вообще денежная цель или, там, не знаю, хочу себе тачку или квартиру, это такой нонсенс инфобизнеса. Я понимаю, зная, какие цели себе надо ставить, к чему надо стремиться, я понимаю, насколько неверные тезисы транслируются в голову обычных людей, в том числе предпринимателей. Вот, захоти заработать $1 000 000, и ты там его заработаешь. Или начни карту желаний себе строить, и обязательно все появится. Я строгий, убежденный сторонник мысли, что в первую очередь ты должен делать свою работу все лучше и лучше и лучше и лучше. И из-за этого люди будут тебе платить все больше. Значит, почему я про это говорю? То есть я никогда не хотел IPO. Вообще никогда не хотел. Я не хотел джеты, яхты, самолеты. Все, чего хотел, это чтобы завтра
что-то у меня было больше, чем сегодня. Не знаю, мозгов в голове, не знаю, какой-то силы воли. Я всегда двигался в этом формате. И, соответственно, у меня никогда не было ожиданий от какого-то будущего, которые можно обмануть и потом от этого страдать. Я просто каждый день делаю то, что я могу. Завтра стараюсь делать что-то лучше, чем я делал вчера. И все. У меня нет обманутых ожиданий. Я не стремлюсь к деньгам, а денег у меня из-за этого все больше и больше. Как-то так получается. И я убежден, что именно так надо делать. И меня всегда очень удивляет, почему люди не так делают, а делают ровно наоборот. Вот сколько людей, столько и мнений. Здесь абсолютно точно. Есть люди, которые пришли в бизнес, потому что очень хотели денег, а есть люди, которые пришли за идеей, и у них наоборот, как следствие появилось много денег. А есть наоборот, что и там не получилось. То есть это много разных вариантов. Мне здесь больше интересно как бы твое конкретное ощущение на тему того, как ты это видишь. Ну ладно, окей. Да. Нету ощущений. Вот каждый конкретный день у меня нету ощущений от того, что я хочу. Понял. Ладно, давай переместимся в начало, к этому еще вернемся. Хочется поговорить про то, что вам удалось и удается делать вообще на рынке, потому что вы, по сути, как бы одна из крупнейших компаний в мире. То есть у вас там много процессов происходит, вы кого-то покупаете, у вас там много всяких новообразований, так сказать, появляется. Я так понимаю, что рынок вообще вот игр, он довольно плотный в целом. То есть как бы компаний, то есть их, наверное, множество, но именно больших компаний их не так много. И смотри, какое у меня восприятие на тему всего, что происходит вообще в мире гейминга. Значит, мне кажется, что всем этим людям в нужное время где-то фартануло. Я искренне не понимаю, как осознанно можно сесть и создать какую-то игру, которая полетит. И вот смотри, на примере там, я читал какие-то статьи, какие-то кейсы там и про вас, и не про вас, например. И все, что я понимаю, вот у меня сложилось такое ощущение, что вот это да, люди, предприниматели какие-то, что-то там пытались, что-то делали, т.д. И каким-то неосознанным методом у них произошел первый вот этот вот выстрел, который при должном уровне интеллекта и стараний и так далее, удалось культивировать и вырастить из этого что-то же. Когда у тебя там появляется денежный поток, ты начинаешь понимать, как что-то работает, ты можешь это произрасти. Но вот именно отправная точка — это огромное везение, особенно в индустрии игр. Насколько ты согласен или не согласен с этим тезисом? 50%. И согласен, и не согласен. Так, ну давай поразмышляем. Просто у вас же, по сути, как бы, ну и у тебя в том числе, такой же кейс, что вы там занимались. Я помню, что ты рассказал, что у тебя там были какие-то интернет-магазины, и ты там продавал постельное белье, какие-то матрасы и так далее, а потом бац, и как бы одна идея, которая, она, по сути, перекрыла все это. И с этого пошел вот процесс. И это какой-то такой элемент удачи большой под собой имеет, как будто бы. Давай поразмышляем. Да, давай в проценты это переведем. Я считаю, что элемент удачи это где-то 30% вообще в жизни. Ну, давай не будем не про каждого человека говорить, а про мою. То есть на 30% это везение, а еще на 70% они там как-то подразделяются. Там можно 35 и 35 сделать, но я сейчас не вспомню конкретно. На 70% это количество попыток, которые ты совершаешь для того, чтобы появился шанс, что тебе повезет. Сколько ты раз этот кубик пробрасываешь. У меня прям такие немножко... Я, конечно, работаю, медитирую, работаю над собой, но у меня всегда, когда вот говорят какие-то там инвесторы, у вас же там этот бизнес хитмейкерство, ну, типа, сделал — полетело, не сделал — не полетело. Я всегда испытываю довольно противоречивые чувства всегда внутри. Он говорит: вот Hero этот Wars ваш. Ну, круто, типа, классно, ну, сделали, получилось, все, да, классно, хорошо, получилось хитом. А я помню, как мы 5 лет подряд мы его точили. Когда вначале все было невероятно плохо, мы его дотачивали, вот как упертые бараны, долбились головой об стену, дотачивали. И мы, по сути, разложили количество попыток не на параллельные события, а на последовательные. То есть ты пытаешься, и в один из разов одна из гипотез, она срабатывает. То есть ты должен тестировать гипотезы как можно чаще. В нашем продукте Hero Wars гипотеза была связана с рекламой в первую очередь. Не с продуктом, а с рекламой. Мы посмотрели, что если мы будем рекламировать наш продукт вот определенным образом. Тогда на нас многие злились, а сейчас это стало стандартом рынка.
Но для того, чтобы этого достичь, ты никогда нельзя с самого начала понимать, какое действие будет удачным или неудачным. Все, что ты можешь делать, это продолжать пытаться. Вот. И вся моя жизнь, по-моему, она представляет из себя это постоянные попытки и постоянно быть готовым к шансу. То есть вот шанс имеет какую-то вероятность совершаться, и ты должен иметь возможность его вот хватать всеми руками. Для этого надо, ограничить риск, не умирать не умирать в бизнесе прям под ноль, а для того, чтобы продолжать пытаться и ловить вот эти шансы. Потому что мир все равно, как эволюция развивается в разные стороны, мы не знаем, что куда пойдет. Все, что ты должен, это пытаться. И вот не было ни одного продукта, который вот, опа, запустили, и все вот кайфово. Я вообще в это не верю. Мне кажется, это только со стороны всегда так кажется. Вот если, например, тебя спросить, а что-то случайно деньги заработались? В смысле, вот то, что вы делаете, то, что ты делал. Есть такое, что, опа, случайно бабки появились? Угу. Нет, это огромный, плодотворный, очень, много-много труда. У всех, у кого что-то получилось, я убежден, я спрашивал, это огромное количество работы и количество попыток. Но снаружи кажется, что это же обычное когнитивное искажение. Снаружи кажется, у него там это случайно получилось. Нет. На определенном этапе жизни начинаешь ценить не просто вещи, а то, что за ними стоит. Хочется окружить себя тем, что отражает ценности и несет свой особый смысл или историю. То же самое касается и пространства, в котором живешь. В этом контексте премиальный жилой комплекс Joyce от MR Group действительно заслуживает внимания. Joyce не просто жилой комплекс, а настоящее культурное пространство. Скульптурный парк на территории ЖК, который курирует международная ярмарка искусства Cosmos, станет центром притяжения для творческих людей. Более 2 гектаров ландшафтного парка будут украшены работами известных российских скульпторов и художников: Тараса Желтышева, Леонида Тишкова, Сергея Шеховцова и Григория Орехова. Это подлинные объекты галерейного уровня, вокруг которых строится новая жизнь. Тема света, которая объединяет все произведения, появилась благодаря необычной архитектуре комплекса. Стеклянные фасады башен, панорамные окна, просторные террасы с зеленью и зонами для джакузи и барбекю. Все это создает уникальную атмосферу, где энергия солнца переплетается с городом. А что внутри? Стильный коворкинг с библиотекой для работы, лаунж-зоны для релакса, гостиные с мини-кухней для частных праздников, студия для персональных тренировок, спа-зона, игровые для детей разных возрастов и Teens Club для подростков. Все это в 10 минутах от Москва-Сити и рядом с Серебряным Бором. Joyce — это место, где соединяются искусство, комфорт и деловая жизнь. Девелопер MR Group уже несколько лет создает вдохновляющие пространства, сотрудничая с крупнейшими культурными институциями страны. И ЖК Joyce — одно из их произведений, к которому стоит присмотреться. Узнайте больше о ЖК Joyce по QR-коду на экране или ссылке в описании. И присмотритесь к идеальному месту для жизни и творчества. Поехали. Давай перейдем в практическую плоскость. Смотри, вот я слушал то, что ты рассказывал. Вот у вас... Поправь меня. Короче, была история такая. Значит, ты делал... Это еще до, я так понимаю, Nexters вообще была история, до вашего там бизнес-бариста. Ты делал сайты, значит, несколько там многостраничников было, на них вы продавали там... Лендинги, да. Да, с лендов продавали там постельное белье и там матрасы и так далее. Крупнейший магазин матрасов был, Да, вот, соответственно. Дальше. А дальше произошла следующая история. Вы сделали для ВК приложение, в котором этот виш-лист, я не помню, как назывался, но... Вишлоу. И, соответственно... И в итоге эта история полетела, и вот она как бы бац, и выстрелила. Вы там набрали большую аудиторию, и затем у вас прям начинается череда такая, там, раз, следующая. Вот смотри, с точки зрения того, что ты говоришь, например, про попытки и про удачу, вот этот переход, на твой взгляд, вот то, что вы зашли в нужное время, я так понимаю, тогда приложения ВКонтакте только появились, вы были одними из первопроходцев, то, что вы в нужное время зашли, попробовали, выстрелили, вот это, на твой взгляд, тут как будто бы все-таки больше удачи. Безусловно, очень важно то, что был какой-то опыт и была какая-то идея, которую на это можно было приложить. Но именно момент и вот то, что ресурсы сошлись вот в нужную точку в нужное время, тут очень высокий процент вот именно как раз стечения обстоятельств. Или, на твой взгляд, все-таки здесь тоже процент там, удачи всего 35, а остальное это именно усердная работа. Именно момент попадания в нужную нишу. 30. Я вот как раз здесь 30 и поставил. Потому что тогда, когда мы это делали... Я прекрасно помню эти моменты. Там-то, когда ты это делаешь, ты же не понимаешь, что это какое-то что-то... ВК будет расти, да? Что это вообще связано как-то с деньгами. Когда мы это стартовали,
не было в мире понятия инапной монетизации, платежей, не было понятия приложений, не было понятия платежей в приложениях, и не было понятно, что игры в социальных сетях будут чем-то интересным. И все, что там происходило, то есть на что 30% мы как бы попали. Я продолжал попытки, но одна из попыток оказалась в теме, которая только-только зарождалась. Ну, здесь можно вначале всегда как-то, попробовать спрогнозировать. Вот хочу я там, не знаю, в угольной промышленности пытаться, либо хочу пытаться, не знаю, там на крипторынке или на какой-нибудь пятой итерации блокчейн крипторынка. Это в целом ты самостоятельно можешь взвесить. Темка интересная или тут уже 100 лет назад все давно придумали. Вот. И дальше начинать совершать там попытки. То есть то, что оказалось, игры будут популярны в социальных сетях, потом там перейдут в мобилки, мы тогда не знали. Но тогда, когда это произошло, и тогда не было понятно, и там не было денег. Мы сделали приложение Вишло прямо на коленке. Я мечтал, что люди будут указывать товары, подарки, которые они хотят получить. Да, для тех, кто не знает, надо пояснить. Да, я-то знаю, ты знаешь, значит, идея была такая, что это виш-лист, ты загружаешь, а там, соответственно, то, что ты хочешь, а там ссылки на ваши магазины, и люди с ваших магазинов прямо и покупают. Я был уверен, это гениальная идея. Она до сих пор звучит гениально. Да, нету ничего гениальнее. Оно до 2-го, до 3-го места добралось в списке популярных приложений. То есть не было там еще приложений, игр вообще не было. Вот, я чуть-чуть подкрутил, скажем так, использовал еще не до конца запрещенные методы во ВКонтакте, там, для того, чтобы оно стало на первом. Вот, нас заблокировал Павел Валерьевич. Да, Павел Валерьевич заблокировал приложение. И вот я думаю, вот с этого момента, с вот этого экзистенциального момента, когда у меня все очень плохо в интернете, в магазинах, какие-то постоянно кассовые разрывы, все невероятно, куча работы и никакой прибыли. И тут есть какое-то новое начинание интересное, и там тоже ничего не получается, и вот это все блокируется. Я считаю, это второй раз в моей жизни был такой экзистенциальный момент, когда происходит как бы переосмысление и типа перенаправление в какую-то другую сферу всего меня. Вопрос. Да. Давай я хочу провести здесь линию. Да-да. Мы начали про вероятность удачи. Правильно ли я слышу и правильно ли я делаю вывод, что почему процент удачи ты здесь всего там 30-35 относишь? Потому что вопрос самого принятия решения и вот этого риска, который вы на себя брали, да, пойти в абсолютно неизвестную вообще там сферу, которую никто не знал и где не было денег, это по сути неудача, да, а это как бы это сложное решение, которое ты принимаешь. Вроде бы там есть какое-то будущее, хрен его знает какое будущее, но вот это как то, что ты сказал, да, там тут такие-то проблемы, пофиг, разберемся, да, походу. То есть именно вот по этой причине ты считаешь, что удача — это лишь небольшой элемент, а все остальное — это как раз вопрос твоей предпринимательской инициативы принять решений. Да. То есть только на 30% это вот удача, попал ты или не попал. Знаешь, наверное, стоит добавить, что я, наверное, никогда не смотрел на какие-то сферы как точно успешные, то есть точно, в которой мне нужно быть. Как-то так мозг не устроен, я не так думаю. Я точно знаю, где не быть. Я точно знаю сферы, в которых я не хочу быть, и это сужает как бы фокус твоего внимания, и дальше уже в целом можно рандомно предположить. Я не верю, что можно предугадать. Мы же сейчас, как публичная компания, мы работаем с аналитиками, я внимательно смотрю, как они форкастят и прогнозируют там наши показатели, я вот на это все так смотрю. Не, с 2021 года я знаю одно, что абсолютно точно, на 100% все будет по-другому. Вот все прогнозы, они не сбудутся, они будут иначе. Да. Можно тут поставить запятую. Не точку, а запятую. Мысль понял. Окей, тогда давай дальше перейдем. Я, кстати, тот человек, который играл в ресторатора. Вот. У меня было 2 игры, в которые играл. Собственно, ресторатора, играл еще в фермера. Но фермера не ваша игра, это ваш конкурент на тот момент. Я знаю то, что Павел Валерьевич приглашал вас вместе пообщаться о том, как собрать с вас денег. Вот. Значит, смотри, давай, хочу еще немножко разложить как бы дальше. То есть смотри, на тот момент, это на самом деле сейчас очень похожий тренд происходит в Телеграме.
Павел Валерьевич. Я смотрю это с таким с дежавю. У меня дежавю, буквально. Все ровно У меня буквально дежавю, потому что даже тип приложений, которое появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме и Apps, например, и то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят это будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации. На 100% так нужно сделать, надо посмотреть, поспрашивать людей, которые там побывали. Ну, вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно взрывался. Да. И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. Давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции и создать успешные продукты? Вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то, не туда бегут. Вот в те моменты. Давай, супер, это хорошее. Поосуждаем их немножко. Не поосуждаем. Мне просто казалось, что, типа, ребят, туда не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи, это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то конференциях рассказывал, что все, теперь, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на это ВКонтакте, Одноклассники, там еще «Мой мир» был. А мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там, 2012-2013. Все как рванули, я прям вот такой смотрел, и как все убегают. За трендами, да? Да, все убегают вдаль. Делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел, и продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook, когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилкой? Мы пошли до мобилок, мы вообще были не первыми, и что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление, вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят. Долларов. Да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. Что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2018 года по 2020, потому что все побежали у нас, либо, там есть такой термин, гиперказуальное направление, да, когда все вот решили, все, теперь вот там будущее, и рванули туда, и у нас просто освободилось. Это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
Праздники уже на пороге, и если не хочется в последний момент бегать в поисках подарков для сотрудников и партнеров, то лучше позаботиться об этом заранее. Но как найти что-то универсальное, что точно понравится каждому? Идеальное решение – корпоративная подарочная карта от Золотого Яблока. Все просто. Выбирайте электронную или пластиковую карту, и вопрос решен. Электронную карту можно оформить за пару минут, выбрав дизайн и добавив персональное поздравление. Ее легко скачать на телефон, и это гарантирует, что она не потеряется. А пластиковая карта идет в стильном конверте, что избавляет от лишних хлопот с упаковкой. Почему это идеальный подарок? Во-первых, он подходит на любой праздник, будь то Новый год, 23 февраля или 8 марта. Во-вторых, Золотое Яблоко – это не только косметика и парфюмерия. Здесь можно найти БАДы, технику, товары для дома и еще тысячи наименований. Так что каждый точно найдет то, что ему нужно. И еще пара бонусов. Карты действуют как онлайн, так и в офлайн-магазинах по всей стране. Оформление занимает всего пару минут. И главное – карты не имеют срока годности. Подарок можно использовать в любое удобное время. Если хотите решить вопрос с подарками легко и быстро, закажите корпоративную карту от Золотого Яблока по ссылке в описании или QR-коду на экране. Это удобный и универсальный подарок, который порадует ваших сотрудников и партнеров. Дарите решение, которое нравится всем. Поехали! Я на это все смотрю и думаю, вот сейчас, спустя... Пора заниматься гиперказуальными играми, да? Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какое-то упорства, усидчивости. А я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верно. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать. Прям уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией. Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание, это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Но мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали там TMA, например, в которых мы сейчас там преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Все предыдущие попытки в моей жизни, в моем 10-летнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то там, куда-то там бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. И я всегда, в голове так размышляю, надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? И то, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Солониным обсуждали тоже эту тему, но у него есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих очень далеко. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего этого жерла смотреть, да, и нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий $1 миллиард, скажем так. И здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать в какие-то тренды и оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, да, и наоборот собирает низковещащие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу. Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму, но у меня получается такой второй, да? Я его сам обозначил. Подводя итог, ты считаешь, что то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило? Мне кажется, да. Да, я, кстати, считаю, что это собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Мы выживаем как, не знаю, тараканы после ядерной, не знаю, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны.
То есть если вот есть какая-то компания, не знаю, там в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям вот отношу нашу именно к этому. То есть это такой постоянный подбор ключика под изменяющиеся условия. На рынке-то, безусловно, у нас тоже постоянно что-то меняется. И нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Вот эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать в 2 раза быстрее. Вот там это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела. Круто. Количество ошибок. В общем, количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли. Прикольно. Ну вот интересно, конечно, знаешь, это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу, но в целом, что в тот момент игры, которые там мы играли в ВК, они, по сути, вот там в моем, там я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что вот отложилось в памяти, ты такой, знаешь, вспоминаешь, это уж прикольно. Вот мы в это рубились, как бы, и как бы вот оно и есть. Ладно, значит, у вас... Это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Какие цифры у вас были на тот момент? Там зависит от года. Ну, порядок хотя бы. Уже были миллионы долларов. Это все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр... Месяц, я говорю, да. Да, люди внутри миллионы, игр там, совершали какие-то там покупки, да? Что-то покупали? Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно ржали, бизнес-люди. Что вы там продаете какие-то... Скины. Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи и шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них. Вот я как-то так старался это объяснять. Сейчас уже гораздо больше про это терминов. Ладно, тогда давайте расскажу историю. Значит, был интересный факт. Когда я, собственно, когда я пригласил тебя на подкаст, я как бы посмотрел много в отношении тебя не скажешь много, то, что есть с тобой в интернете, и, ой, значит, интересный факт меня постиг. Предыстория. Значит, я когда учился в классе в 8-9, это получается 2008-2009 год, соответственно, я оставлял все деньги, которые мне давали на обеды. То есть я буквально голодал в школе, не ел ничего, и после школы я заходил в Киви-терминал, спасибо Сергею Солонину за это, значит, и свои денежки отправлял в бездну компьютерную. Затем я приходил домой и открывал компьютер, и в этой игре, там, когда ты пополнил баланс, там нужно было написать чуваку самого большого левела. Я прям как сейчас помню, его в народе он назывался Фатал, у него был ник Фаталити. Вот. И, значит, и, короче, я играл в эту игру как сумасшедший. Я приходил на уроки с блокнотом, расписывал стат. Какую? Это предыстория, подожди секунду. Значит, я приходил с блокнотом, и я расписывал статы, там идея была в том, чтобы там тебе натянуть какой-то шмот, тебе нужны было там определенные показатели, я все это комбинировал, приходил домой, накладывал, т.д. И, значит, я сижу, смотрю одно из ваших интервью с вашим партнером, и я понимаю, что твой партнер, собственно, участвовал очень плотно в создании этой игры, которая называлась Time Zero. Отсюда у меня вопрос первый. Можно ли как-то получить обратно то, что было потрачено вместо обедов, потому что жрать хочется? Вот, и для меня, на самом деле, это было... Я пребывал в культурном шоке, потому что я тогда играл, типа, в Counter-Strike 1.6 и в Time Zero. Типа, я оставлял все свои деньги, все свое время в этой игре. И это, конечно, такой феноменальный кейс. Можно... Передай ему обязательно спасибо. Боря-то передал, да. А то он обрадуется. Да. И у меня остался вопрос. Фаталити все-таки этот персонаж, это был админ какой-то или это реально что это был за человек в игре? Ладно, суть не в этом. Значит, давай я к чему всю эту историю, чтобы подвести к партнерству. Дальше у вас случается партнерство с Борисом, которое, на самом деле, мне хочется под несколькими гранями на него посмотреть, потому что я смотрел, читал, вы настолько разные, и мне кажется, что у вас внутри такая буря там вообще. Я сейчас об этом обязательно спрошу. Значит, он в тот момент занимался тоже играми, соответственно, у него там был опыт в Мейле, и, собственно, у вас образовались 2 компании, да, в которых у вас, как я говорил, у меня очень плохо с названиями, у тебя... Progress Star, а у него Crazy Beat. Да, Crazy Beat, значит. И каким-то случайным, чудесным образом оказалось, что и у тебя, и у него были одинаковые инвесторы с одинаковыми долями, и вы, значит, решили объединить свои компетенции, свои ресурсы, и произошло такое некое слияние, и вы дальше начали двигаться вместе. Да. Расскажи, пожалуйста, вот смотри, у тебя, значит, есть, что меня заинтересовало, у тебя есть свой бизнес, у тебя есть какие-то продукты, которые вы производите, они приносят деньги, у него есть тоже. И тут, значит, 2 абсолютно разные компании, 2 абсолютно разных человека решают объединиться. Вот мне
какой интересной стороны на это взглянуть. Все ищут всегда сильного партнера, с которым можно что-то делать. И вот я, поставив рядом, я бы никогда не сказал, что вы сможете вообще сработаться и что-то вместе сделать. Реально, слишком разные. Что вы нашли как бы в друг друге? Почему вам показалось, что вот такое вот объединение двух компаний из одной области может дать вам какие-то вот бенефиты при объединении? Ну, во-первых, самое главное вообще в компании там или в игровой студии, на мой взгляд, это люди, которые ее составляют. И в игровых студиях, ну, это, ну, отнюдь не фаундеры этих компаний. Поэтому те люди, которые работали тогда в Progress и в CrazyBit, они представляли ценность. Я продолжаю, и на этом строится стратегия GDF, работать с крутыми людьми, которые могут создавать, создавать что-то великое. То есть люди... GDF — это вас вот это холдинг, да, который сейчас под названием общем. Да. И тогда... Мы просто даже сидели в офисе в одном. Ну, так просто вот наши совместные партнеры сказали, давайте это, в смысле, вот у нас тут есть офис, давайте вы там в левом крыле, в правом. И вот у нас было две компании, как бы просто в разных крыльях. Еще раздельные. Раздельные компании. Ну, там можно было свободно ходить. Нам нравилось, что происходит обмен опытом у сотрудников, потому что, ну, люди друг друга оплодотворяют идеями, и из-за этого что-нибудь гораздо лучше происходит. Ну и в какой-то момент, да, для наших партнеров это было, в общем-то, без разницы. Денег тогда... Слушай, ну какие-то были, но мы никогда... Мы не на деньги смотрели всегда, а на то, что можно сделать. И мы просто в какой-то момент сели и обсудили, что если вот мы объединим компании, назовем какой-то одной, и начнем совместно делать, более правильно там, распределять ресурсы. Мы не очень большое внимание обращали как бы, на наши там, эти предыдущие доходы. Мы такие, окей, давай тогда, давай объединим. Друзья, в этой интеграции хочу вам рассказать уже про свой продукт. Это Planet. Мои подписчики в Telegram первыми узнали о нем, и благодаря вам он хорошо продается на ВБ. Спасибо, что делитесь своими отзывами, в том числе в сторис. Стараюсь не пропускать ни одной публикации. Но если вы не знаете, у нас недавно стартовали продажи планера Planet, который открывает доступ в закрытое Telegram-сообщество с интересными людьми, достигшими успеха в разных сферах жизни. Наполнение планера делится на две большие части, включает в себя инструменты для самоанализа и эффективного планирования. Идея создать планер родилась в команде. Ребята презентовали ее мне, и я сразу сказал: делаем. Я увидел в этом возможность создать продукт, в первую очередь для себя, и возможность поделиться им с вами. Planet создан, чтобы осознавать цели, расставить приоритеты и оставаться продуктивным. Лично мне он помогает не утонуть в мелочах. Планируешь не только день, но и неделю, месяц. Видишь перед собой картинку целиком и держишь фокус на приоритетных задачах, а не растрачиваешь время впустую. И это помогает иногда притормозить, проанализировать свои цели и понять, что действительно важно, а что нет. Плюс я настоял, чтобы сделать планер таким, чтобы его было приятно держать в руках. Хотелось им пользоваться каждый день. Получилось определенно на 10 из 10. Вы оцените. Вторая фишка. Сообщество. Внутри планера есть QR-код. Сканируешь и попадаешь в закрытую группу. Предприниматели, инвесторы, ученые, спортсмены, опытные эксперты и только начинающие свой путь ребята. Это возможность найти партнеров, исполнителей или предложить себя на новую должность. Пока мы выпустили 5000 экземпляров и более 1000 уже продали. Отзывы можете посмотреть в карточке на Wildberries. Так что, если хотите организовать свои дела или сделать полезный подарок близким, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Поехали! Вот. Боря — человек, который всегда в любые авантюры со мной влезал, вообще в любые. Вообще, и до сих пор готов. Я просто могу позвонить ему: все, давай, делаем. Обняли компании, назвали Nexters, и интуитивно, очень корявенько, но мы как-то распределили наши обязанности, не обязанности. Мы понимали, что мы разные абсолютно. Мы проводили время друг с другом, нам и это и нравилось, и комфортно, и продолжает быть хорошо, то есть мы друзья. Каким-то очень таким не случайным, а бессознательным образом получилось, что я вот начал делать больше какие-то одни вещи, а Боря больше другие. И мы вот так вот параллельно общались. Он мне доверял какие-то вопросы, я ему. То есть это партнерство, оно в значительной степени было там и остается, оно основано на доверии друг к другу. Мы когда-то один раз, если уж мы говорим про партнерство, мы когда-то один раз проговорили
просто какие-то базовые принципы. У нас не было какого-то документа там какого-то сложного. Мы проговорили один базовый принцип. Давай первоначально, на всякий случай, друг другу доверять. Вообще так хорошо бы со всеми людьми делать, но не со всеми получается. Первоначально, то есть по дефолту, мы друг другу доверяем и не подразумеваем, что кто-то друг другу окажет, что совершит что-то нехорошее. Да, мы допускаем, что могут быть какие-то теоретические там манипуляции, и когда кто-то совершает нехорошие действия по отношению друг к другу, но вранье и попытка факты подтасывать, оно настолько затратно с точки зрения коммуникации, что нам проще, даже если такое иногда будет случаться, записывать, такая ошибка произошла, окей, и ладно, но продолжать на 100% верить друг другу. На 100%, прям на 100%. То есть мы просто договорились, давай не подразумевать друг от друга, что ты, это взаимно, что ты можешь мне сделать плохо. То есть если есть какая-то идея у одного из нас, в какую-то сторону мы там хотим пойти, и кому-то одному кажется, что он там меня пытается сейчас как-то нагреть или что-то сделать, мы прям достаем вот это самое простейшее первое правило. Нет, никакого нагрева нет. Это значит, вы, наверное, просто плохо поговорили. Он добра тебе только желает. Вот с этой дефолтной базовой настройкой мы вот так вот до сих пор, наверное, существуем. То есть такое дефолтное добро по отношению друг к другу. Если случаются какие-то штуки, записываем это, но все равно оставляем дефолтное. То есть это чуть-чуть по теории игр не проходит, потому что по теории игр, если тебе человек сделал плохо, то ты должен начинать делать плохо. Но если есть какие-то алгоритмы для взаимодействия, а он у нас вот был один и остается, то есть это настолько легко, когда тебе не надо не врать и не подразумевать, что человек тебе сделает что-то плохое. Это очень сильно облегчает деятельность. То есть я всегда уверен в своей... Это все, что самое важное, происходит именно в своей голове. Я уверен, что он не сделает мне плохо. Если он в итоге, в конечном счете, или я, сделает какой-нибудь максимально в самом конце максимальное плохо, что ж, ладно, в конце тогда об этом и поговорим. Но весь тот промежуток времени мы будем счастливо, партнерски двигаться вперед. Это позволяет иметь очень прозрачную коммуникацию, не врать друг другу. И я вот с того момента начал любые конфликты называть дискоммуникацией. Не все всегда понимают, а я просто заранее отношусь. Если кто-то с тобой не согласен и хочет из этого сделать конфликт, вероятнее всего у вас просто дискоммуникация. Вы плохо поговорили, там цели не синхронизированы. Вот, значит, садитесь и разговаривайте. Вот. Такое доверие и считание, что все вокруг это просто люди не договорились. Базовый человеческий принцип, казалось бы, как ты сказал, по теории игры не проходит, но вы же свои игры создаете, в конце концов. Мы шарим. Да, смотри, мне интересен технический вопрос. Значит, смотри, был ты со своей командой и был, соответственно, Борис со своей командой. Значит, вы объединились, начали делать. Правильно ли я понимаю, что, по сути, вы просто в рамках одной компании начали заниматься разными играми? То есть это не было такое, что, условно, ты отвечаешь там за разработку, а я отвечаю, там, Борис отвечает за маркетинг, да? То есть это просто, по сути, были раздельные проекты, вы где-то друг другу подсказывали, помогали, но это не было такого, что вы вместе работаете над каким-то единым продуктом. Такая модель была. Мы подключали наши экспертизы. С моей стороны, наверное, такая долгосрочность, фокусировка и в какой-то степени операционный контроль со стороны Бори. Это уникальный человек, потому что вот и ты в 8 классе это понял. Он умеет... Покупая очередной шмот. Он умеет создавать миры, которые могут увлекать людей навечно. В смысле, он настолько креативный. У него... Боре это иногда мешает, потому что идей, так много, что их просто невозможно все реализовать. Но абсолютно вся и каждая гениальна. И мы с ним проговорили, я сказал, так, у меня что-то с креативом плоховато, давай ты будешь тут помогать. Он сказал, у меня с фокусировкой.
Вот, и мы друг другу помогали затыкать плохие стороны таким образом, что каждый из нас реализовывал только свои хорошие. А в Прогресстаре и в Crazy там получилось, что просто на тот момент Прогресстар делал больше мужские игры, а Crazy в тот момент делал, наверное, больше игру для женщин. И, мужскую игру и игру для женщин. И хотя вот как бы до момента объединения, как будто бы моя компания Прогресстар, она зарабатывала больше, мужская игра, и было бы нелогично или неразумно, или что-нибудь надо было считать, а мы просто как бы после объединения мы перераспределили ресурсы. Кто-то лучше делал мужские игры, кто-то лучше делал женские игры, вот так вот их перетасовали. И через некоторое время игра, которая была тогда вот у Crazy с нашей экспертизой, она вышла по уровню выше, и типа вот сиди и оценивай, что там у кого какие доли. У нас с Борей всегда было все поровну, и это вообще не надо париться. Прикольно. Но это, кстати, лишний раз подтверждает, наверное, какие-то, в первую очередь, человеческие качества, потому что вот такие договоренности, не каждому суждено, да, как правило, не как правило, очень часто в бизнесе начинается, вроде бы мы по 50-50 условно порешали, а потом ты, типа, я тут лучше, ты тут хуже, давай-ка пересмотрим, давай переставим, довольно сейчас, сложно. Я это называю... Я тут кнопку нажимаю, а вы там деньги зарабатываете. Да-да-да. Вот это самый такой, на самом деле, страшный вопрос, когда тебе начинает казаться, что ты всю работу делаешь, а где-то там партнер... Мне причем кажется, что эта история, она как бы циклична. То есть, когда вы бежите дистанцию там в 20 лет, это невозможно, что один постоянно перформит, а второй нет. То есть, сегодня ты перформишь, завтра другой. То есть, а ты, наоборот, устал. И эти роли постоянно меняются. И я прям очень четко помню, у меня, например, была такая история, когда там юношеский максимализм еще пер, знаешь, и я помню каждый раз, когда там партнеры какие-то не дорабатывают условно. А потом в какой-то момент ты чуть повзрослел, чуть у тебя как бы энергии стало поменьше, думаешь, вот я сейчас могу 2 недели ничего не делать, потому что партнеры, у них все схвачено, они все там заперформят за меня, и благодаря этому у тебя есть такая возможность как бы переключаться в какой-то мере. И вот в этом для меня, например, лично именно сила партнерства, где вы друг друга дополняете и можете там условно подставить плечо, когда один там задолбался, или какие-то проблемы, и потом наоборот, знаешь, то есть вот это, мне кажется, крутая штука такая важная. Да, кстати, с Борей мы не раз попадали, не знаю, как так получалось, мы работали или жили, это немножко в противофазах. Бывали сложные и хорошие моменты в жизни, и вот я прям прекрасно помню несколько моментов, когда один другому пишет, что-то я приуныл, а второй при этом на подъеме. И вот немножко, вытаскивает первого из этого. Либо оба, наоборот, на дно. Такого никогда. Представляешь, никогда такого не было. И никогда оба на подъеме. Это где-то такое вот болтание противофазное. Это меня очень удивляет, не знаю, может, там какие-то кванты рассредотачиваются, делая это возможным. Кстати, по поводу креатива ты сказал, что у тебя такая больше, как бы ты такой стратег, я так понимаю, да? Больше в долгую смотришь, как-то планировать можешь, а вот партнер твой такой про креатив. Это примерно так, да, у вас роли сочетаются? Да. Так, с опаски. Про креатив, к слову, про креатив, не знаю, это, наверное, просто юношеский мозг, это то, что для тебя было важно, там, в юношестве, ты помнишь по сей день, я вот реально до сих пор помню, на что я тратил деньги, значит, ТЗ. Значит, мне нужен был на 9 уровне шмот, который назывался HT M3, потому что если я его бы не купил, то я не мог бы взять рифлю M3, понимаешь? Вот это, да. Вот это мы Боре и расскажем, да. Будет пересматривать, название вспоминать. Немножко листья насыпать. Слушай, ладно, классно, про сочетание понял, нестандартно, на самом деле нестандартно, и такая конструкция как бы интересная. И мне кажется, что это еще особенность именно модели Game Studio, потому что вы же производите, у вас не один продукт какой-то, вокруг которого, а большое количество продуктов, как ты сказал. Я так понимаю, что именно в гейм-индустрии вот это количество попыток, которые вы совершаете, оно имеет большое значение, да? То есть количество новых продуктов, количество итераций внутри одного продукта, да? То есть это все имеет большое значение. Это самое ключевое и важное, да. То есть у нас сейчас как бы стратегическая задача, операционная, есть это увеличивать количество попыток. Потому что
когда у тебя вот есть продукт или продукты, которые уже много зарабатывают, есть огромный хвост. Я прекрасно помню 2018 год, когда у тебя уже все было хорошо, уже были дивиденды, все было классно. У тебя есть хвост, и тебе в любом случае все равно для того, чтобы продолжать движение, тебе нужны там, не знаю, новые продукты, или надо как-то развивать свой предыдущий, потому что у нас эволюция, дичайшая, она прям постоянно происходит. То есть для того, чтобы у тебя был продукт, который могут играть там 10 лет, вот скоро этим Hero Wars будет, 10 лет, ты должен постоянно его эволюционировать. И задача снизить стоимость гипотезы, проверки гипотезы, и делать их как можно больше. Потому что угадать ты не можешь. Вот любой человек, который мне приходит и говорит, и рассказывает, как будет, прям может даже не приходить, а может сразу уходить. Я в такое вообще не верю. Единственное, что ты можешь, это стараться, пытаться. Стараться и пытаться — это два разных таких значения. Стараться и пытаться. И рано или поздно срабатывает 30% шанс. У него же вероятность 30%. Это в этом странном сочетании процентностей. 30%, да? То есть раза 3 хотя бы постарайся, и тогда один из них будет успешным. У меня такая вот арифметика забавная. Нормально. Так примерно работает. Сразу видно, человек с цифрами работает. Бауманку закончил. Смотри, кстати, по поводу ожиданий, я знаю, как это очень интересно. Вот я на эффекте больших чисел в приложениях тоже замечаю. Ты думаешь, вот эта штука, это просто бомба. Вообще, точно, в этот момент прям. Да. А ты выкатываешь, и просто ничего, тишина. И ты думаешь, а что произошло? В твоей голове это просто была мистика, легендарная идея, а на базе, понимаешь, не нужно вообще. Слушай, вот по поводу итеративности, смотри, какой вопрос. Значит, когда у тебя есть, например, продукт, которому уже много лет, у него есть понятная математика, и вы внутри игры, например, тестируете разные гипотезы, для меня это понятно. Давайте добавим такую фичу, давайте добавим такой уровень, такой шмот, еще что-то тут, какое-то там это для меня понятная итерация. А когда вы запускаете, например, что-то новое, вот тут очень, мне кажется, тонкий момент, где нужно остановиться в итерациях, потому что, то есть, ты можешь создать какую-то игру, она не идет, математика не бьется, допустим, да, вы докручиваете, математика не бьется. Где тот момент, ты вот на лекции 12 лет назад, ты там показывал вот этого вот чувака, который за бриллиантами идет, копает, и вот чуть-чуть не дошел. Где вот этот момент, когда там на самом деле нужно понять, что там нет никаких бриллиантов за стеной, и нужно развернуться и начать фокусировать свое внимание на другом продукте, и согласиться с тем, что твой продукт просто не получился. Где вот эта грань? Как вы это оцениваете? Безусловно, можно огромное количество всяких разных цифр тут написать, напринимать. С точки зрения подхода, давай лучше, а не цифр. Нафоркастить. С точки зрения подхода, слушай, вот у меня жизнь идет, что-то в голове меняется. Вот этот мужик, который 1% до алмазов не дошел, я в значительной степени до сих пор убежден, что для того, чтобы достигать чего-то большого, надо стараться и трудиться. И тогда, когда все уже остальные отказались, все равно надо продолжать. Но сейчас я дополнительно еще очень сильно уважаю интуицию. А если, например, вот посадить в комнату 3 экспертных людей, например, из компании, сказать, не надо матрицу Эйзенхауэра, не надо там Декарта в квадрат, подумайте, что, есть тут еще толк или нет? Так. И вот если 3, не знаю, как минимум, 3 человека с своим экспертным мнением, интуитивным, неосязаемым опытом принимают... В смысле, не находят, например, почему не продолжать. Я сторонник мысли, что надо продолжать до тех пор, пока ты не знаешь, что точно не надо. Мы смотрим, стараемся смотреть жанр у нас, либо в играх жанр, либо какую-то отрасль. Мы больше концентрируемся на производстве игр. Смотрим какой-то жанр, нишу, на обычном языке. На обычном БМовском. Да. Смотрим нишу и стараемся определить ее не потенциал, а как бы нижайший порог. Потому что у нас, как у публичной компании, нам надо очень вообще так любому человеку, мне кажется, надо очень внимательно фокусировать свои ресурсы, они не бесконечны, и надо очень внимательно смотреть, на что ты хочешь, готов тратить время, ресурсы, трудовые, финансовые. Вот. И такого немного. То есть это ограниченный список действий. И вот желательно, чтобы каждое действие, оно вело... ты его совершал, вот эти попытки, в том, где есть шанс для тебя. То есть, например, в нашем случае мы не рассматриваем ничего, что может иметь
меньше 50 миллионов долларов выручки в год. И это для нас очень мало. Ну, образно говоря, если у нас будет там 10, допустим, таких вот победивших направлений, на которые, представляешь, сколько времени надо тратить, Да. то, не знаю, там, выручку, допустим, можно будет удвоить у холдинга. Но больше 10 делать, ну, нереально, или там 20. Поэтому мы определили для себя, например, критерии, и я думаю, что, ну, любой человек может в целом... Можно примерно прикинуть нишу и понять. Вот, значит, тут башмаки в конкретной деревне, это вот, не знаю, там вот такой-то объем, там, не знаю, продаж или людей, которые у тебя купят, если дело в деньгах. Либо, если ты идешь какую-то YouTube-аудиторию окучивать, да блин, ну можно взвесить, какой там объем. Даже мы не говорим про деньги. Сколько это интересует человек, там, 1000, 5000, 10 тысяч, там, 20 миллионов. Это можно взвесить. Некоторые люди, в основном, они вот этот нижайший порог, они, ну, просто забывают оценить. Типа, вот эта ниша, она мне минимально нужна или нет? Потому что если не нужна, то не надо там заниматься. Если она минимально подходит, мы не говорим про потенциал ее самый высокий, мы говорим про нижайший барьер твоей деятельности. И если если это тебя устраивает барьер, просто начинай туда копать, вот, и рано или поздно что-то докопаешь. Вот, наверное, такой подход. Ну, то есть усердная работа, но только в тех местах фокусированных, где интересно. А вот смотри, такой, то есть, допустим, я оценил какую-то там жанр какой-то игры, условно, да, и, значит, понимаю, окей, здесь минимальный порог, там, 50 миллионов долларов, отлично, он имеется, все, могу заходить. Там же есть еще огромная вероятность того, что то, что именно ты сделаешь, оно не будет нужно рынку. Вот на это вы можете как-то влиять? То есть каким образом вы понимаете, что вы заходите в определенный жанр, с чего вы взяли, что ваша игра вообще будет кому-то нужна, и что именно она будет работать? То есть или это как бы вопрос дальше как раз того, что ты говоришь, что первая игра, ну то есть первая версия, она никогда не будет работать, и дальше 100 тысяч обновлений, 100 тысяч докруток, и потом она начинает работать? Первая версия процентов на 95, или не на 70, на 95 она не будет работать. Реально? И, ну, то есть у меня было очень твердое ощущение, что... Типа сделал, и все, вот классно у тебя получилось. Вот у меня я не видел такого ни разу. Вот у меня, слушай, у меня, видимо, как бы искажение когнитивное, про которое ты говоришь, что у меня именно относительно игр почему-то вот ощущение всегда, что ты должен попасть в нерв. То есть ты должен сделать что-то такое, что попадет в нерв, и вот вуаля. А дальше это вопрос докруток уже и так далее. Слушай, там это такие большие, широкие полоски нервов. Иногда можно что-то сделать, и такой, точно не получилось. Такое случается. Ну, типа, там, в нашем случае это ретеншн первого дня, типа, совсем маленький. Все, ну, типа, не надо сюда идти. Да. Тут все понятно. Случаев, когда вот что-то космическое произошло, и ты такой сделал продукт, и там у тебя, не знаю, 60% людей осталось на второй день. Ну, в моей жизни такого не было. Ну, я слышал эти ошибку выжившего кейсы, ну, в моей жизни такого не было. Скорее, это было где-то посерединке. Такое, ну, типа, в среднем достаточно, средняя больница, и вот начинаешь дальше дотачивать что-то, улучшая. То есть тебе надо стартовать от среднего уровня вперед. Ну, чтобы с самого начала все получилось и было классно. Я вообще за 17 лет вот опыта, сколько, не знаю, продуктов, наверное, 35 точно я имел отношение, продуктов игр, приложений, к которым я имел отношение, ни разу такого не было. Типа запустил, и все, зашибись. Прикол. А у меня в году, сейчас боюсь соврать, мне кажется, год 17-18 был такой кейс интересный. Значит, у меня работал один парень, выходец из Мейла, из вот, я не помню, как в Мейле называется этот отдел, который играми занимается их. Значит, он был выходец оттуда, и он в какой-то момент мне говорит, слушай, у меня там есть ребята из Мейла, вот они сейчас, типа, ушли из Мейла командой, они там вообще отвечали, типа, они там главные перформеры вообще были, там, они чуть ли там не все деньги зарабатывали, они там знают те цифры, математику, давай встретимся с ними, вот у них там есть интересное предложение. Я думаю, интересно очень, давай, конечно, встретимся, значит. Значит, встречаюсь, они мне рассказывают, чуваки, короче, мы тут вообще все цифры знаем, вообще мы тут, по сути, мы Mail тут изобрели, как бы, и все игры Mail мы изобрели. Я смотрю, думаю, слушай, какие уверенные ребята. Цифры сумасшедшие, думаю, блин, вообще. Они говорят, короче, мы сейчас делаем игру, мы просто вот берем то, что вот это вот, оно точно работает, то нужно 100 тысяч долларов. Я говорю, вообще, это говно вопрос, как говорится, поехали. Значит, ну, как бы, мы с партнером, я прихожу к партнеру, говорю, слушай, такая классная маза есть, вообще, вот 100 тысяч долларов надо вложить, завтра миллиардерами. Да, поехали. Он говорит, конечно,
поехали. Я говорю, значит, мы даем ребятам денег на эту игру. Естественно, спустя какое-то количество месяцев игра, она даже не была запущена. Ну, то есть просто там не получилось ничего. Я, конечно, не расстроился абсолютно, но это был очень интересный кейс просто того, как вот, ну, какое восприятие относительно именно игр. То есть там была у ребят, которые как бы в мейле, знаешь, абсолютно полная уверенность того, как это работает и так далее. А на основании того, что я понял дальше, скорее всего, они видели только небольшую часть того, что происходило, а за этим стоял еще айсберг, знаешь, такой, которого не было в их поле как бы видения, и в итоге получилось то, что получилось. О, ты знаешь, что самое интересное про вот айсберг? Мы после того, как во время и после того, как мы стали публичной компанией, нам пришлось очень сильно улучшить наши отделы прогнозирования в будущее. То есть у нас инвесторы, там акционеры спрашивают, а сколько там ваша игра будет зарабатывать? Да. А вот этот пользователь, который пришел, он сколько будет у вас жить? И ну, мы когда начали разрабатывать, у нас сейчас горизонты прогнозированного планирования. Да, все может пойти, ну, как бы обнулиться, но в целом, если вот пользователь ведет себя определенным образом, сколько он так будет себя вести, если ты будешь каждый день выпускать обновления, они у нас вот сейчас доходят там, ну, до 5 лет. То есть, условно, вы lifetime value считаете на 5 лет вперед по пользователю, да? Смотрим, да. Да. Учитываем, реклама, трафик, они очень дорогие. Нам приходится считать, сколько ты потратил и сколько в итоге заработаешь. Вот, и когда мы уже сильно приноровились, там очень сложные модели расчета, когортного анализа, как там пользователи будут себя вести, когда мы вот очень сильно уже это классно начали делать, я обнаружил, что вообще... игровые компании, вот там старый какой-то наш формат, мобильные игровые компании, они вообще не очень далеко прогнозируют. Ну, то есть вот те ребята, которые реально прогнозируют чуть дальше, например, там 2 лет, 2 года, представляешь, на 2 года, допустим, на 1,5 года заморозить деньги в рекламу, там какие-нибудь сотни миллионов долларов, если ты хочешь что-нибудь большое, и затем, возможно, будет прибыль, а возможно и нет. Ну, если прекратишь разрабатывать продукт, то точно не будет. Ага. И вот ребята так далеко, какие-то из ребят моих знакомых, они так далеко не думали. И вот те, кто научился прогнозировать, они уже могут прийти там к инвесторам, каким-нибудь акционерам, сказать, смотрите, вот у нас вот такая-то модель. Потому что на рынке публичных компаний там сильно вдаль надо прогнозировать. Я понимаю, потому что у тебя, по сути, цена твоих акций — это ожидание инвесторов. Да. Да, они должны понимать, куда ты вообще идешь. И вот, как вспоминая вот этот твой пример про 100 тысяч долларов и ребят, которые как будто бы что-то знали. Ну, во-первых, первое правило, если кто-то говорит, что он что-то знает, сразу на выход. Нет, слушай, мне этот опыт был прекрасен, на самом деле. Ну, а во-вторых, обычно у игровых разработчиков у них нету способности, нету ресурса для того, чтобы стратегически посмотреть на такой длинный горизонт. И когда у нас окупаемости начали увеличиваться, в смысле, это когда деньги надо уже замораживать там, не на год, а может и на 2, все, такой ресурс вообще закончился. Ну и там многие ребята перешли просто в гиперказуалки, где за 30 дней, может быть, у тебя что-то вернется, а может быть и нет. Интересный факт. Я правильно понимаю то, что, смотри, у вас вот вы объединились, вы начали работать, и дальше у вас был такой момент большого буста и вообще перестроения. Это как раз когда вы начали переходить в мобильные игры, именно в App Store-овские, и у вас там как раз в этот же момент произошло объединение с Playrix, с Бухманами. Ну, мы не они не объединение, в плане имеется в виду, что они перекупили у вас доли прошлых инвесторов и стали вашими акционерами. Братья Бухманы. Да, и, соответственно... Игорь и Дмитрий, правильно? Да. Правильно. Значит, соответственно, и они, насколько я понял, я так считал контекст, значит, они пришли и сказали, ребят, вот вам надо переходить, международная выручка, вот, условно говоря, мобильные приложения, и дальше, соответственно, как бы, я так понял, вы много с ними взаимодействовали, и вы там очень сильно бустанулись. Правильно я понимаю, что вот то, что ты сейчас рассказываешь, по сути, умение считать и прогнозировать, это вот оттуда как раз пришло, от них? Ребята, в первую очередь, во-первых, огромное им там большое спасибо, это уже были мастодонты там с какими-то миллиардами, да, вроде уже тогда у них были миллиарды выручки. Мы, безусловно, много общались и старались узнать, но да, в нашей компании именно тогда, мы в значительной степени начали прогнозировать дальше, потому что ты знаешь
не знаю, что, допустим, ты можешь потратить деньги на маркетинг с более там длинным горизонтом, что в целом ты можешь лучше там как-то распоряжаться подушками. Короче, ты более засейфлен с нижней стороны, и тебе как бы позволяют рисковать, потому что рост весь исключительно был связан с тем, что мы начали больше рисковать. Ну, то есть, насколько я понимаю, ты, когда ты можешь условно посчитать математику там, на несколько лет вперед, ты, соответственно, готов покупать клиента не за доллар. Да. Ну да, ты готов покупать там, для себя, определяешь, что я готов покупать клиента не по доллару, а по 3, потому что у меня окупаемость вот еще дальше. Ты приходишь в банк, говоришь, дайте денег столько, вот у нас такой план, вот наши показатели, банк говорит, вперед. Вы начинаете заливать трек, а дальше главное, чтобы вся математика на дистанции сошлась. Это основной риск. Да, бывает, не сходится. Да. Ну вот, когда ты можешь дальше прогнозировать, на мой взгляд, ты можешь чаще рисковать. Но опять же, очень важно как бы снизу засейфиться, чтобы это тебя не убило. Ну, как-то так считать, что рискуй, но чтобы без убийств бизнеса твоего было. Да. Понял. Расскажи, смотри, интересно, по-моему, это прям твои слова из какой-то печатной статьи, когда ты рассказывал, что вот вы в целом там плюс-минус в одно и то же время начинали, например, с Бухманами, да, но и в какой-то момент ты там говорил, что мы там смотрели с них снизу вверх, то, что они там вот стали гигантами очень быстро. И продолжаем, да? Да, ну вот мне интересно, расскажи, вот как мы с тобой обсуждали про создателей игр, да, которые там ВК, у кого получилось, у кого не получилось. Вот здесь и у вас получилось, и у них получилось, но у них как бы получилось на текущий момент, по крайней мере, как бы больше, да, и они типа такие, как бы, одни, по-моему, там в топ-5 вообще входят сейчас самых больших ребят в мире, чуть ли не на втором месте находятся. Да. Что такого? В чем разница, например, между вашим подходом и их подходом? В чем ключевые отличия? Давай я сделаю ремарку. Давай. Меня вот прям искренне просили не принижать самого себя, потому что это может быть плохо, не знаю, выглядит... Не принижай, порассуждаем просто. В чем разница? С точки зрения разницы. Мне просто интересно с точки зрения разницы подхода. Да, я сейчас объясню. Мне искренне просили как бы не принижать себя, потому что могут быть разные последствия, но я не знаю, как иначе выразить факт, что по сравнению с ними я бездельник. Просто бездельник. Это, я чувствую, придется вырезать, да? Такое ощущение, что ребята, во-первых, они пришли раньше, там лет на 5 в игры, они там с 2003 года, и они невероятно очень сильно вовлечены во все аспекты жизни там, своей большой компании и всех своих там сделок очень сильно. Они очень сильно стараются разобраться. И я, честно, иногда думаю, да где вы берете время вообще? Мне кажется, что я не могу работать на таких не скоростях, а на таком уровне трудолюбия, когда, не знаю, когда ты не устаешь, и просто это постоянный режим без выходных, вот уже там лет 20. Ну, то есть, да, это в какой-то степени шутка, но вот по сравнению с ними я прям считаю себя, ну, бездельником. Если бы я работал столько же, сколько каждый из них, их двое, то обязательно бы добился успеха. Трудолюбие самый главный. У них очень много разных преимуществ, но самое главное, которое я выделяю, это катастрофическое просто трудолюбие. То есть такое ощущение, что нету вообще прокрастинации. Не знаю, может, она как нейрофизиологически там у них заложено. Нету такого вообще, я не видел. Нету прокрастинации. Ну, это такое мое визуальное впечатление. То есть они постоянно работают сфокусированно, ну, с полным погружением. У них тоже много чего не получается, но они вот как раз тот мужик, который за алмазами пытается грести. Знаешь, я недавно мем прикольный видел, что там как бы вместо алмазов помойная яма. Иногда лучше отказаться. Слушай, смотри, с точки зрения там личных качеств, как вот трудолюбие, понял, да, ну тут, возможно, генетические какие-то помощники, которым можно только позавидовать, знаешь, выиграли в лотерею генетическую. С точки зрения, смотри, вы с ними много взаимодействовали, не знаю, насколько сейчас много взаимодействуете, но на тот момент я слышал от вас, что вы много с ними взаимодействовали, и, собственно, там за пару-тройку лет вы там выросли чуть ли не в 15 раз. Можешь сделать какие-то основные такие бизнесовые выводы, которые там вы подчерпнули
от них? То есть что конкретно поменяли, чему вы научились? Когда мы договаривались, они дали мне вот один самый, наверное, главный урок, помимо всех. Да, давай я один выделю. Давай. Потому что, когда они очень внимательно изучили, мы уже знали какое-то количество лет друг друга, но вот когда вот они изучили подробно компанию Nexters, и произошел обмен, они стали нашими партнерами. Я прям помню, как Игорь Бухман, он сказал такую фразу: «Ребята, вы просто отличнейшая команда, просто суперские все, крутейшие звезды, экспертные, очень круто, очень быстро двигаетесь, абсолютно точно. Жду. Успех неминуем. Просто делаете не то». Это хорошо. Все, просто делаете не то. Я тогда, естественно, обиделся. Сейчас я их считаю абсолютно правым, и более того, я применяю этот тезис и с нашими там текущими и будущими партнерами. То есть зачастую ты не можешь взвесить, вот, как бы понять, эта ниша вообще надо или не надо. Вот там что-то бежишь, что-то делаешь. А надо просто сесть, не знаю, помедитировать 10 минут и внимательно замылить взгляд. Ой, не замылить, наоборот. Очистить, да. Очистить взгляд и подумать, то ты делаешь или не то. Они вот точно знали, что стоит делать. А отсюда вытекало, чего делать не стоит. Угу. И вот действительно мы делали какие-то разные проекты. Я просто сейчас тут думаю, а что я сам-то не задавался таким вопросом? Ну, это же странно. Вот. Ну, как-то не задавался. Ну, то есть мы реально много чего делали, во всякие стороны там распылялись. Самый второй. Давай. Да, прости. Обещал придется. один. Да, обещал обманул. Да? Немножко. А я доверял тебе. Опасный моментик. Давай, ладно. Второй. Очень. Они, это представляешь, мы уже росли, они... Во-первых, что такое как бы работа с ними? Они уделяют время. То есть они уделяют осознанное время для того, чтобы общаться, для того, чтобы синхронизироваться, обмениваться знаниями. Мы не говорим про компании. То есть, там, не знаю, на уровне фаундеров это происходит. Ты просто начинаешь понимать, как человек мыслит, как он к этому идет. И второй, самый главный момент, они об этом говорили где-то года 2. Они об этом говорят постоянно, но вначале говорили и каждый год я считаю, что сейчас я понял. Вот сейчас я понял. Вот сейчас я точно понял. Вот. И это вот такая вот как бы спираль крутящаяся. Они говорят одну простую вещь. Фокусируйся. Фокусировка. Фокусировка. И вначале, когда там в году 19-м, я такой, ладно, все понятно. Что я не знаю, что такое фокусировка? И постепенно... У меня сейчас тоже такое мнение. Я сейчас сижу и думаю, сейчас, мне кажется, я понимаю, что такое фокусировка. Я убежден, что через год, когда мы, может быть, еще один раз с ними поговорим, они тоже постоянно развиваются. Еще раз с ними поговорим, я пойму, что все-таки я недостаточно фокусировался. Все-таки я вот где-то произошла там небольшая дефокусировочка. То есть вот прям полная фокусировка. Делай только то, что надо делать, и не делай ничего другого. Я сейчас это взял себе как тезис по жизни. Постулат. Постулат. Эффективная лень. Я хочу стать самым профессиональным, эффективным ленуном. Лентяем. Лентяем, да. Слушай, пару уточняющих вопросов. Давай по первому начале. По поводу того, что вы классная команда, только делаете не то. Это с точки зрения продукта, что не те продукты делали, или о чем речь была? Да. То, что вы на тот момент занимались вот этими социальными играми, да, а нужно было условно делать мобилки, или о чем была речь? Да, это... Если очень образно. Если совсем образно, да. Вот вы много-много занимаетесь социальными сетями, давайте делайте мобилки. Мы делали мобилки. Я понял, не фокусно. У нас были, продукты, и, естественно, там ничего не получалось. И вот, когда вот они очередной раз сказали, мы такие, ладно, сфокусируемся. Сфокусировались на мобилке, и понеслась. Прям понеслась. А продукт, очень плохие показатели были. То есть мы его закрывать хотели, этот Hero Wars, потому что, там плохо было все. Мы уже там 2 или 3, 2 года точно мы что-то делали, и все такие поникшие, все, ничего не получается. Сфокусировались, сделали этот рывок, и
Слушай, а теперь про фокусировку. Смотри, тоже нужно пояснение. То есть вот для того, чтобы там те, кто нас смотрит, могли на себя переложить. Вот у вас в рамках компании есть достаточно большое количество проектов. Когда мы говорим про фокусировку, это речь о том, что нужно фокусироваться на одном, или нужно фокусироваться на какой-то конкретной задаче, над которой ты работаешь, или на чем, ну, давай на твоем примере, давай разберем, что такое фокусировка. То есть, или условно там, я занимаюсь только маркетингом, или я занимаюсь только продуктом, или вот о чем речь? В случае с человеком в эпоху нейросетей меня в детстве мама называла птичка, скакающая по верхам, потому что я как бы не углублялся. Я на данный момент считаю это преимуществом. Я знаю много поверхностно из огромного количества сфер и умею это совмещать. И сейчас нейросети, чат-боты, они повышают мой этот джуниор уровень, как бы не джуниор, а вот этот предджуниор уровень во всем почти до медла. То есть я резко стал знать практически про все, аж уже даже на middle уровне. Поэтому с точки зрения знаний я бы, наверное, лучше знать много, лучше знать по-разному для того, чтобы комбинировать из разных штук. То есть у меня такой пример, как бы такой мой яркий. Я хотел бы знать, как нам могут помочь знания из сталелитейного завода. Вот как их можно применить у нас и где какой-то профит возникнет. Игра «Отливаешь сталь», да, типа? Доменная печь. Какие процессы? Да я понимаю, я шучу. Игра, где это нужно, закидываешь, значит, уголь. Ты не поверишь, сейчас есть огромный тренд на очень расслабляющие игры. Маленькое отступление это сделаем. Я просто недавно... Я большой поклонник мыть... Есть такой Power Wash Simulator. Мыть надо из... Типа из Керхера? Да-да-да, из Керхера. Не машину, а разные поверхности. Это самое, на мой взгляд, крутее. Кстати, игра такая? Да, в VR, представляешь, надеваешь очки и начинаешь мыть. Приходит жена, говорит, может, ты реально пойдешь помоешь? Ну, что ты это виртуалка? Да нет, что ноги мочить. Да-да-да. Очень большой тренд на это. Сфокусировка... В первую очередь, это фокусировка продукта. Это если мы говорим про предпринимательство, не когда ты сотрудник в какой-то работающий в определенной области. Если говорить про нас, там, предпринимателей или SEO, где очень-очень много всяких разных задач, то это в первую очередь то, на что ты тратишь время и над чем работаешь. Чем больше ты ресурсов фокусируешь во что-то конкретное, ты там увеличиваешь, можно сказать, шанс, да? На самом деле ты просто увеличиваешь количество попыток. Просто даже думая об этом больше, ты увеличиваешь количество гипотез и проверок. И таким образом, получается, увеличиваешь в среднем шанс. Мы столкнулись в какой-то момент с проблемой, когда сам Nexters вышел на биржу, он назывался там Nexters Inc. Вся публичная жизнь, я уже даже не говорю про отдельные моменты нашей публичной жизни и акций, публичная жизнь начала очень сильно отвлекать сотрудников компании. Ты же они смотрели, условно, на котировки. Не игры мы начали делать, а смотреть на котировки. Более того, мы делали там какое-то, не знаю, большое количество продуктов. И тут я столкнулся с очень забавным таким вызовом. Я уже абсолютно точно знал и продолжаю знать, что надо на 100% фокусироваться на каком-то продукте, что-то одно делать. То есть все лучшие кадры, что говорили Бухом, все лучшие кадры свои фокусируйте на том, что может принести больше всего. В какой-то момент ты уже понимаешь, что. То есть если тебе кажется, что вот там вот кто-то денежку тебе зарабатывает, ты должен реально взвесить вот этот человек, его время и внимание, и то, что ты на него отвлекаешься. Да? А если ты его сейчас перенесешь вот в самую перспективную отрасль, то есть над самыми перспективными как бы нишами там для тебя должны работать самые лучшие люди. Это фокусировка. Вот. И, значит, такой стою перед выбором. Окей, фокусировка. По сути, надо делать одну игру. Вообще, одну. И шансов тогда они очень сильно увеличиваются. Но тут как бы у нас есть публичная жизнь, есть акции, ожидания инвесторов, и они прям такой диверсификация. А вдруг вот эта одна игра там не получится? И вот я встал перед таким как бы выбором, а как на 100% быть сфокусированным? На 100%.
и при этом иметь диверсификацию. То есть как этого достичь? И это одна из причин, по которой появилась холдинговая компания GDev, которая забрала всю геморную работу с игровых разработчиков, фаундеров наших. То есть все вот самое скучное, неинтересное, стратегическое мы переложили в холдинг. А студии на данный момент там у нас 5 в разные... Вы же проинвестировали, несколько студий купили? Да. Да. То есть с того момента... Я видел «Парни богатые», $100 миллионов там, $100 миллионов тут. Да, мы проинвестировали, таким образом увеличив количество студий и забрав всю скучнейшую работу, которыми на самом деле они не хотят заниматься, создатели игр, они ненавидят эту работу, а публичные вот эти хотелки, ожидания, это вообще просто губительно. Вот, и фокусировали или там продолжаем дофокусировать каждую студию для того, чтобы она занималась своим одним продуктом на 100% времени и старалась сделать для своей определенной аудитории продукт номер 1. То есть каждая из этих студий старается сделать игру номер 1. Ну, разные жанры. Вот. И таким образом как бы получилось все-таки. Посмотрим. Результаты этого стратегического как бы перелома надо будет взвешивать лет через 5-10. Но в целом вроде пока получается. Я увидел огромные плюсы от фокусировки, когда ребята занимаются чем-то одним. При этом как холдинг мы занимаемся многим. Когда я говорю про холдинговую фокусировку, я прекрасно понимаю, что я лично не смогу осилить там больше 10 это и так много. Ну вот представь, у тебя 10 крупных компаний, там 10 фаундеров или CEO, там во всех что-то происходит. Они все самостоятельные, все, но все вот это надо вести в определенном направлении, нужном по какому-то видению, которое мы там изобрели или себе представили. И этого не может быть много. У меня просто нет столько времени. То есть я сейчас очень внимательно смотрю, кого еще добавить. Не с точки зрения арбитража мультипликаторов у нас в публичных компаниях. Если ты хочешь кого-нибудь обмануть, то надо купить подешевле, и продать подороже. Потому что покупаешь по маленькому мультипликатору, а он у тебя становится высоким, и прям профит прям здесь. Вот, то есть не с точки зрения финансов мы рассматриваем, а в первую очередь, ребята, мы тут на 15 лет следующий, как минимум. Каждое направление, это как бур, должен на 100% рвать вперед, используя самые лучшие ресурсы, и вот это все надо удерживать. Понял. Да. Понял, прикольно. Про то, что самые лучшие люди должны работать над самыми перспективными вещами, это очень хороший тезис. Мне кажется, это такой, знаешь, у тех, кто ведет несколько проектов, это всегда такая дилемма. Типа, условно, всех, у тебя есть там 3 лучших, допустим, кинуть их в одно, да, или там по чуть-чуть везде. Вот это очень хороший Тут, тезис. знаешь, еще, наверное, стоит добавить, что Максим Дорофеев, я огромный поклонник джедайских техник Максима Дорофеева, и он там прям в самом начале книги говорит, знаете, а вообще есть разница между, эффективными сотрудниками и, не знаю, там просто сотрудниками. Он говорит, это не 10, не 20%, это десятки раз. И это он говорил тогда, когда не было чата GPT. Сейчас эта разница катастрофически увеличивается, расширяется. Десятки, ты представляешь, в десятки раз. Десятки, не проценты, не десятки процентов, десятки раз. И вот если ты концентрируешь, на мой взгляд сейчас, людей, которые умеют писать промпты в нейросети, плати им сколько угодно много. Все остальные тебе не нужны. Прикольно. Чтобы ты понимал, я позавчера писал подкаст Дани Шулейко, глава Яндекса текущий, и он ровно то же самое говорит по поводу, собственно, по поводу чата GPT, по поводу вообще AI, про то, что как бы человек при правильном... Если он правильно умеет как бы формулировать и задавать вопросы, то его эффективность растет кратно. Кратно. Да, десятки. Буквально вы прям сошлись буквально в похожих формулировках. И это те изменения, которые мы увидим, прям вот, на мой взгляд, в самом ближайшем будущем, потому что я активно юзаю там нейроботов разных, в основном чат GPT, я их программирую, я вообще как бы по призванию алгоритмист.
активно программирую, вижу, как развивается, я вижу прям вот в общении разницу между там моделью O1, которая неделю назад появилась, и там обычным чатом, ну, обычный O. Да. Ее прям видно. И это будет очень сильно увеличиваться. Эта разница будет катастрофически увеличиваться. Ну и, к сожалению, и неравенство в богатстве, оно тоже будет неминуемо. Понятно. Так что надо пользоваться нейросетью. Раз уж мы затронули, значит, мультипликаторы и прочие вещи, есть интересная тема, которую хочется обсудить. Значит, узнал я об этом следующим образом. Значит, я что-то спрашиваю ChatGPT, к слову, про вас. Значит, он говорит, вот... у компании был делистинг с NASDAQ, все дела. Я захожу, в смысле, у меня TradingView открыт, я говорю, в смысле, делистинг, вот она. Я ему говорю, подожди, вот же ссылка, вот смотри, вот они. Он говорит, да, но есть один нюанс, что после определенных итераций, собственно, компанию все-таки вернули. Значит, мне хочется с тобой прям такую большую тему поднять кризисов вообще, да, и принятие решений в кризисные времена. Причем, самое интересное, я слышал в вашем интервью совместном с Борисом, где ты говорил то, что кризис, вот такой кризис-менеджер, он, как бы, да, у вас, а ты, наоборот, такой... Или это он говорил, он, по-моему, говорил, что ты больше про такие, про спокойные времена, и что ты, это твоя сильная стезя, а он такой вот, он любит кризисы и вот этот вот кризис-менеджер. Но, тем не менее, спрашивать сегодня про кризисы буду тебя. Значит, смотри, ситуация. У вас несколько лет назад, вы в 2021 году вышли на биржу, правильно? В 2021 году вы вышли на биржу, в 2022 году происходит большой замес, у вас огромное количество людей с российскими паспортами, у вас, собственно, начинают... В России. Ну, да, в России с российскими паспортами. Да. В общем-то, у вас начинаются проблемы, вас делистят NASDAQ, и начинается абсолютный ужас с точки зрения бизнеса. Значит, я читал статьи, некоторые на VC, например, и так далее, отзываются о вас в те времена очень, как бы, жестко, скажем так, особенно ваши бывшие там сотрудники и так далее. Отсюда давай начнем с простого. Первый вопрос. Вот происходит вот все вот это вот, и ты понимаешь, что начинается глобальный замес. Твои ощущения, эмоции. Я сейчас не про политику, я сейчас про твои ощущения как предпринимателя, да. Да, сейчас давай важное уточнение сделаем. Не делистинг, а заморозка. Заморозка, окей. То есть вас не убрали совсем, вы заморозили торги. Заморозили торги, ага. Да, заморозка. Вместе со всеми оставшимися 7 известнейшими компаниями, там, Яндекс, Киви, Озон, эмоции... Ты просыпаешься этим прекрасным утром и... Да. Ну, нас заморозили там через пару дней после начала замеса, поэтому в первую очередь мы, там, в том числе как владельцы русских паспортов, мы в первую очередь переживали про другие вещи. Но в моей жизни, да, ну и через пару дней приходит сообщение от нашего корпоративного директора по корпоративному развитию Ромы, и где, типа, вот нас заморозили. Ну, что делать, непонятно, как бы, окей, все, как бы заморозили. Раньше таких кейсов не было. Никто не знает, что делать, да. Я думаю, что люди иногда преувеличивают то, как они помнят какие-то события, поэтому я сейчас скорее реконструирую память. Не то, как я помню, а то, как мне кажется, что я помню. Я не очень... Ну, какой-то поток тревожности, он, безусловно, наплыл. Но я помню, что я уже не очень переживал, потому что это был 7-й звездец в моей жизни. И так как я все предыдущие 6 прожил, первый, надо сказать, когда мне поставили 2 в университете, вот тогда произошел слом. Да, я знаю, что ты был круглый отличник, и для тебя это был сумасшедший дом. Да, вот тогда были... Тогда было реально на грани, да? Да, вот тогда было на грани. А так у меня это происходит как-то, не знаю, может быть, опять же, спасибо какой-то нейрофизиологии, у меня это происходит, что я, денечек я переживаю. Сейчас у меня просто для этого методы есть. Если я начинаю про что-то переживать, не знаю, уедь, не знаю, в горный домик, посиди. Не надо не принимать никаких решений потом. Потом залезаю под стол, могу поплакать иногда. А затем вылезаю из-под стола через сутки и окей, ладно. Ну, мы оказались в такой ситуации. Я большой поклонник стоицизма и стоических принципов. Вот окей, мы оказались в такой ситуации. Ну, давай, типа, разбираться, давай что-то делать. То есть я не сильно переживал, хотя вот в тот промежуток времени, где-то там неделя произошла, я, по сути,
что там, где-то виртуальных и невиртуальных потерял там под $500 миллиарда. Ага. Это понятно, что что-то является фантиками, что-то реальными Тем не деньгами менее. на замороженных там в европейских банках счетов. Но в голове у меня именно был этот опыт, что не все так, все, что не убивает, тебя делает сильнее, во-первых. Во-вторых, 6 раз уже было. Чего вот опять переживать? Никакого смысла переживать нету. Давай просто продолжать. И нас, собственно, заморозили. Мы... Это знаешь, как бег... Это как вот на Ironman, когда тебе последние надо пробежать 42 километра. Важный вопрос. Когда тебе задавали вопрос последний раз, ты говорил, прошел половинку. Ты прошел целиковый теперь? Да. Ты прошел. Я тебя с этим поздравляю. Прошел. Да, Один раз? В 22-м, да. Красава. Просто когда в твое последнее интервью ты говорил, что еще не прошел, только половинка была, из-за ковидных ограничений все никак не получается. Ты прошел. Из-за ковидных, да. А потом, значит... Из-за IPO пришлось на плюс 1 год продолжить подготовку. И плюс еще из-за замеса, примерно еще... ты прошел. 4 года я готовился к Ironman. Да, я прошел. Так Красава. Вот, это когда там добегаешь эти последние 42 километра, ты бежишь в целом как бы каждые 5... я бежал. Каждые следующие 5 километров, и думаешь, все, ты как бы все уже, больше не можешь. Ладно, попробую пробежать еще 5. Вот, и то же самое примерно у нас происходило с заморозкой. Никто ничего не понимает, никаких методов нету, тебе не отвечают, и непонятно, что делать. Все, акции просто заморожены, никто ими торговать не может. Кстати, вот ты спросил, что и российские инвесторы были, и одна из моих самых любимых и популярных, и тогда, может быть, и сейчас, платформ есть Tinkoff Pulse, где мы очень круто и много разговаривали с нашими акционерами. Вообще, вот русские акционеры, русскоговорящие, это самая такая благодатная, крутейшая почва. Они мне очень нравятся. Да мы были известной компанией, у нас было очень много русскоязычных акционеров. Вот, но в какой-то момент нам нельзя было отвечать в Tinkoff Pulse ничего, и там в итоге это превратилось в такое, когда приходит, что там, конторка-то сдохла? Я вот это читаю. Еще вчера конторка... Что там, где, что это? Конторка еще $2 миллиарда, еще вчера. Да, директор что-то там прихватил, уехал, я такой читаю, так охота ответить, но не могу ничего ответить. Так много где произошло вот этих вот забавных ограничений, про которые сейчас-то примерно там можно, допустим, рассказать после разморозки, а тогда, когда ты заморожен, и ты пытаешься разморозиться, непонятно, что делать. Мы вот так вот добегали каждый следующий месяц, без явного понимания, что мы сможем пройти как бы эту дистанцию. И в итоге, чудесным, сейчас можно сказать чудесным, давай случайным образом получилось, что нас разблокировали. Но нет, еще раз надо обязательно повторить эту мысль, что у случайности там где-то 30% шанс. Мы продолжали держать все как бы наготове, мы продолжали общаться с регуляторами, мы продолжали как бы двигаться вперед. Огромное количество действий совершали, когда вот мне уже подходили и говорили, да бросьте это дело, да все уже, не надо, понятно же все. Все ясно, уходите. Мы такие, нет, мы будем идти вперед. Вот, и в итоге случился момент, когда нас разморозили. Я считаю, я говорил про адаптивность и выживаемость. Я вот считаю, это одно из наших главных, моих ачивок, наград, которые я получил. То есть такого в жизни у меня было много. Ты просто продолжаешь переть вперед, и в итоге вот эта картинка с алмазиком. И просто, и все-таки доходишь. Тем не менее, значит, из прочитанного на VC делаю вывод, что там были интересные моменты, когда там чуть ли не четверть компании пришлось уволить, и, люди воспринимали это по-разному. Вот, да. Значит, и там отзыв бывшего сотрудника, который говорили, что все будет окей, в итоге собрали большой зум и сказали, что вот так-то, так-то, так-то. И который, кстати, ты, по-моему, проводил этот зум, там твоим фигурировал. Вот мне интересно, у меня никогда такого опыта не было, надеюсь, что никогда такого опыта не будет, но я представляю, что это довольно жестко, когда ты сидишь, а тебе 200 человек нужно уволить. Вот ты в этот момент... 250. Да, 250, там, по-моему, такая цифра и была, да. И вот, значит, тебе нужно уволить 250 человек, вот ты понимаешь, что сейчас тебе нужно выйти на зум и сообщить им об этом. У них там
семьи, кредиты, ипотеки, еще что-то. И ты такой как бы... Ну, а ты не можешь как бы... То есть ты, с одной стороны, не хочешь, а с другой стороны, не можешь этого не сделать по понятным причинам. Потому что тебе нужно защищать компанию, там, акционеров и так далее, и так далее, и так далее. Как ты себя ощущал в тот момент? Я... Ну, во-первых, была у нас группа, принимающая там эти сложные решения. Это я понимаю, но это делал не только я. Это 100%. Не факт, что я был на Zoom. Я точно не помню, как это происходило, но да, факт. Ну, неважно, ты SEO компании, да, и как бы ты вот такое действие. Сложное решение, да. А я ненавижу расставаться с людьми. Мне кажется, мы всегда до конца жизни будем целоваться в десна и двигаться вперед. Ну, что делать-то? Из этого состоит жизнь, бывает сложных решений. Многие из них не нравятся окружающим. И твоя задача смотреть, ну, как бы вдаль и куда-то как визионерски взглядывать, куда именно ты хочешь идти там или прийти, и рисковать, потому что совершенно не факт, что ты дойдешь. Надо, не хочется, но надо принять решение, реализовать очень сложный... Невозможно расстаться с людьми так, что все будут довольны. Угу. Мы предприняли огромнейшее количество... Мы очень сильно старались сделать это все хорошо, красиво, по-доброму. Ну, там просто варианта не было. Да, поэтому я смирился с мыслью, что кому-то, к сожалению, это не понравится, но нам надо спасать компанию. Точнее, там было уже понятно, что в таком состоянии ее невозможно будет удержать. Угу. Никакого варианта. А вот если мы предпримем сложные шаги, а там же не только замес у нас случился, я помню, 22-й год, это самый сложнейший год был, потому что там, мы это называем, 7 штормов случилось. То есть помимо того, что помимо замеса известного, на рынке акций там начало быть все очень плохо, макроэкономически. На игровом рынке тоже все начало лететь там вниз. Перетрубации какие-то были с точки зрения все невероятно Apple плохо. И Google, Да. Все начало лететь вниз. Все вообще на всех фронтах было невероятно плохо. Прям трагедия. Ну и вот как-то надо все равно там учитывать эти ресурсы и стараться. И нам надо было как-то работать с людьми, потому что нельзя сейчас, особенно публичным компаниям, я бы так сказал, работать с гражданами, которые там находятся на территории Российской Федерации. Вот так. Это важное такое уточнение. Если ты не хочешь, чтобы тебя снова заблокировали. Угу. А у тебя вот после всей этой истории внутри компании, когда ты берешь там четверть компании сокращаешь, да, просишь уволиться, назовем это так. Вообще, как это влияет на весь остальной коллектив? Насколько у людей, там, я не знаю, не падает доверие по отношению к тебе? Насколько они готовы вообще с тобой дальше что-то делать? Это очень, очень демотивирующая штука в любом случае. Негативные последствия абсолютно точно есть, потому что люди перестают чувствовать защищенность. Они начинают, многие начинают думать, вот, ты говорил одно, а тут получилось другое. Угу. Происходит очень много сломов в сознании, и для того, чтобы с оставшимися людьми продолжать работу, нужно очень большое количество дальнейшей коммуникации, синхронизации. То есть если вот просто взять, расстаться с 25%, а остальные как-нибудь сами разберутся, вообще не разберутся. Соответственно, ты снова начинаешь нарабатывать доверие, которое сам сознательно, зная об этом, опустил близко к нулю, с полным пониманием последствий. Это такое, не знаю, почти старт сначала. Иногда это сложновато. Начинаешь нарабатывать доверие сначала. Угу. Да, это сложная штука. Я верю в то, что через какое-то количество времени и лет все люди, они способны осознать сложность иногда принимаемых решений. И не может быть такое, что все будут рады.
от сложных решений. Понял. Ты сказал, что у тебя было сколько? 7 кризисов, 6 кризисов в жизни. Да, значит, первый мы уже знаем. Да. Двойка в школе. Я слышал эту историю, что в универе. В универе, да. По аналитической геометрии. Аналитической геометрии, понял. Не твое. Нет. Значит так, да, для тебя это был большой перелом, потому что ты был отличником, который вот прям был заточен на то, чтобы все было идеально. Давай поехали дальше. Коротко, можно без подробностей, пробежимся по основным кризисным вехам. Да. Еще нет, подожди, я знаю еще один. Еще один, я знаю, что в 2018 году у тебя была турбулентность на тему того, что вообще делать дальше, и ты поехал на Випассану и нашел там для себя ответы, скажем так. Третий, получается, еще один, мы знаем, уже вот это 22-й год, получается, и осталось еще 3-4 нам найти. Два сейчас вспомню. Они связаны с ранней. Один, это когда, ну, приложение наше Павел Валерьевич Дуров заблокировал. Там был такой сильный кризис. Еще до этого... нет. Еще до этого, я помню, когда были интернет-магазины, я приехал на склад снова там, закупать товар для того, чтобы ввести его покупателя. Там был мой конкурент из другого магазина, и он меня спросил, так, ну что ты там хотя бы десяточку-то делаешь, долларов в месяц. А я такой приехал на метро там с рюкзаком, чтобы отвозить комплекты постельного белья. Сказал, да, конечно, да. Сам там жрал доширак. Не просто магазин ничего не приносил, ну, я не понимал, как выбраться из этой ситуации. Опустил тебя, в общем, конкурент. Попал в кассовый разрыв. Вот, есть у меня партнер, который до сих пор наш технический директор, староста в группе в Бауманском был. Вот он тогда я приехал, сказал, слушай, что-то попали в Балашиху, в его пятиэтажку, сказал, слушай, попали мы в кассовый разрыв. Короче, не знаю, я не уверен, что этот бизнес стоит продолжать, потому что, ну, тут надо закупать какой-то очередной матрас, как бы денег нету, и вообще все это как-то, короче, не получается. И тогда вот такой слом был. Я переживал, он куда-то поднялся на 5-й этаж, принес, он еще не работал, он со мной как бы взаимодействовал, но не работал, дал $2000, которые заработал сам на программистской работе, и сказал, слушай, Андрюх, ты крутой предприниматель, у тебя все классно получается, а это временно. Сейчас, давай его запомним. Один раз был. Дал мне деньги просто, и я пошел там закрывать кассовый разрыв и как-то продолжил бизнес. Вот так. Второй момент, давай, вот все случаи были связаны с ним. Второй момент, это когда вот все у нас в играх было хорошо, ВКонтакте, там, 2011 год, все очень классно, мы там, времена чуть-чуть дальше потом, после ресторатора, все у нас было классно, мы зарабатываем деньги, мы там с Андрюхой накупили себе тачек крутейших, у меня Infiniti, там, у него Infiniti, все, короче, жизнь удалась, все красота. Тут в какой-то момент приложение перестает зарабатывать, и что-то мы как-то плохо позаботились, и как-то вот так дебильно оказывается, что попадаем в кассовый разрыв. Тогда мне пришлось уволить 50% сотрудников. Ну, у нас их немного было, но тогда, в 2011 году, нам пришлось сократиться в 2 раза, переехать из двухэтажного красивого офиса на Новослободской в подвал этого здания и, по сути, стартануть с нуля. Так вот, для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам, продал машину я и продал машину он. В общем-то, никаких своих... Он не кофаундер был? Нет. Нет, просто... Инициативный малый, как говорится, да? Да. Ну, слушай... Там двушка, тут машина. Ну, не, он уже работал со мной. Да, мы заработали деньги, как-то их там немножко делили. То есть это уже с игр были деньги. Вот, ну, я такого вообще не встречал. Какой-то святой человек сказал, слушай, ну, раз мы... Плохие решения я делал, не он вообще. Ну, говорит, нам же надо продолжать движение, давай его еще, продадим. Я продал машину, чтобы выплатить зарплату, и он продал машину. Такой, окей. Вот, это мы просто описываем, когда я реально много переживал. Да. Вот, а когда через... Ну, это был уже не кризис, а где-то там через месяцев 6 или 7 я снова захожу в кабинет к Андрюхе и говорю, слушай, мы заблокированы, ничего не понятно, все еще там довольно плохо в играх, вообще в бизнесе. Я ему говорю,
Слушай, ну, в очередной раз я прихожу к нему, говорю, ну что, ну, похоже, все. Ну, дальше все. Тут нечего, ну, как бы не только нечего делать, я не знаю, как выбраться из ситуации. Я вот прям сильно переживал, ну, что я не вижу пути выхода. Ну, такой, сидя на диване, такой мне говорит, да слушай, да ты запарил. Ну, иди работай. В смысле, все нормально, все получится. Я такой, ну ладно, хорошо. И пошел, и все получилось. Тут я какой-то важный урок для себя вывел, что обязательно нужно всегда, чтобы рядом были люди, которые способны тебя поддержать. Лучше, конечно, когда они, безусловно, верят на 100%. Не знаю, Андрюха, будет круто, если это и все еще так. Вот, когда на 100%, безусловно, просто верят. Ну, то есть он платил за это своими деньгами, за то, чтобы я добивался результатов, которые, ну, они потом к нему заимели отношение, но вот на периоде, когда там можно было или что-то надо делить, мы делили расходы, но не делили доходы. Вот было бы круто каждому предпринимателю в жизни иметь такого Андрюху. Ну, и дальше у меня тоже были партнеры очень хорошие, которые поддерживали, подставляли. Слушай, а вот тебя, ну, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание, вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело продать и ехать отдыхать в шале? Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? Такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста. Ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше. Ну, в смысле, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь переживать. А если ты добавляешь, какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое. Ну, там вот, выходишь становиться CEO публичной компании. Мало того, что ничего не понимаешь, разговаривать на английский ты в целом, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для CEO публичной компании, каких там, все пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг, он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать. Я все еще учусь, как добавлять вот стресса типа потихонечку, но обычно какое-то шило в жопе, оно меня тащит в самые интересные места и вещи, и какие-то амбициозные штуки. Мне, кстати, для этого делать тоже ничего не надо. Ну, оно как-то само. Да. Класс. Финальная тема. Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас супер классные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, и как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту спак-сделку, который, собственно, спросил, а ты что вообще от жизни ты хочешь? Да. Вот. И мне вот хочется, как, знаешь, подвести наш разговор к тому, что вот что я вообще вижу и слышу. Я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель? Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, компания, в которой, как бы, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры там акционеров, раундов, все как бы само выросло. Все ее хотят либо поглотить, значительное количество всяких разных товарищей хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, как бы тоже это делал, но
но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю, ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал? Я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько какая-то, ну, уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Playrix, у них была там номер 1, номер 2 мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном вывела там белорусские, украинские, там, русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью, там, какой-то российской. Такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы ну, протянуть руку, естественно, ну, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними... помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы, ну, доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская, ну, развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И ну, сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможно. Возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там склад знаний у постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDev, был только Nexters, и я и мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, и стратегией GDev как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я, но я не умею делать игры.
сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Собственно, GDEV расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей игровые... визионеры игровой разработки и развлечений. Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы. И когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет. Когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии разделяет, то я говорю, давай делать это вместе. Класс. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека, как субъекта разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная, как не предприниматель, а просто базово, она прям вот точно так же звучит или это что-то другое? Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры, не знаю, как правильно его перевести. Чтобы играл в наши игры. Но в наши как бы правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть 3 принципа, почему каждый человек, я считаю, что должен играть в игры, а почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры. Первое — это... Игры развивают человека, да, не каждый. Мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программирую мои самые любимые стратегические игры. 2. Я прошел випассану, медитирую, там, не знаю, по часу в день. Я до сих пор... В общем, я шарю, как мне кажется, что я шарю в управлении вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким. А для меня вот 2 дня, 2 суток, давай так это назовем, двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, что люди часто не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои 2 принципа. И принцип Борин: игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры. Мне не нравится играть с людьми. Я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря... По-моему, это как раз в Time Zero и было. Потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально. Потом у них родилось 2 дочки. Виртуально? Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих 3 базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гэмблинг, который тебя по другой ветке, по другой спирали ведет, и социализирует. Вот я считаю, что нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои деньги на обеды, не знаю, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда,
вот именно те траты и те игры, так и, ну, завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель — это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. В Класс. игры, да. Класс. Короткий блиц. Ох, давай. Самое яркое событие в жизни. Рождение дочки. Да. Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет рождение дочки. Да. А знаешь, что самое, в чем парадокс заключается, да? Что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот там цель жизни, Да. это вот такая, а когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка. Да, вот да, оно, да, это парадоксальная штука. Да, да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что... Супер. Книга, которая жизнь поменяла. Думай медленно, решай быстро. Дэниэль Канеман, Да. почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу? Давай расскажу анекдотом. Давай. Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, и большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит: ты что, ну, дурачок, зачем? В смысле, ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Он говорит: да не, мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он, когда тебя съест, ну, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез и не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда, это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть. Ты у кого? Курпатова книгу прочитал или у кого? «Думай медленно, решай быстро». Я думал, ты про когнитивные искажения. Да-да, я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я в том числе довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный эффект ошибка выжившего, да. И если не знаешь, это две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает: все, ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, что 99%, не знаю, еще 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне, неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе, не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез. Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 лет. 10 дней. Умение писать промпты. Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслите в этом направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься. Я сегодня 8 часов я пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента этого виртуального, и это сложно. Круто. Да. Круто. Финальный. Да. Совет себе 18-летнему. Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
Круто, классный совет. Да. Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаюсь с предпринимателями, я пытаюсь за ними заметить какую-то вот, ну, знаешь, такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И вот очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты вот с точки зрения вот того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели там, например, вижу я в каких-то местах. И я, так знаешь, для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, вот идеи про фокусировку, про, например, идея, да, про вероятности в очередной раз, которые, кажется, знаешь, я там много раз видел, слышал, я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот. Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации. Если ты напишешь, давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех, это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это. Мы все тебя просим. Я думаю, рано или поздно это произойдет, от этого от меня требуют все издательства, но я искренне считаю, что пока что момент не настал. Окей. Спасибо тебе большое. Все. Дорогие мои, кто нас досмотрел до конца, если вам было полезно, если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, инсайтами, какими-то мыслями, которые вы почерпнули в сегодняшнем выпуске. Если не понравилось, было не полезно, во-первых, вопрос, что вы, конечно, досмотрели тогда, ну, а во-вторых, ставьте дизлайк, мы вас всех обязательно запомним. Да-да, черная книжечка. Спасибо тебе большое. Все. Ребята, всем пока.